Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Askatya Desatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishnupad Paramhangsa Prabhakacharya Asatarastu Shri Sriman, His Divine Grace, Sri Bhaktivedanta Swami Raj, Srila Prabhupada Ki Jai, Gaur Premanande Harivas, Slava Sabrab Sampradhanam, Slava Shri Guru, Shri Granga, Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale, Shri Mate Bhaktivedanta Swami Tanamane, Namaste Saraswatam Deve, Gauravani Pracharane, Nirvishesha Srinivadi Paskachate Satarne. Is there a particular verse? Sorry? Is there some special verse? У нас есть какой-то стих, который мы должны читать сегодня? No. No. Is anyone here for the first time? Здесь есть кто-нибудь, кто в первый раз пришел? Есть кто-нибудь, кто пришел в первый раз? Первый раз, yes. Добрый пожаловать. Добро пожаловать. So I'm going to read from the Bhagavad Gita as it is. Бхагавад-гита, как она есть. Chapter 15. Глава 15. А можно Бхагавад-гиту на русском? Text number 5. Текст номер 5. Nirmana moha jita sangadosha dhyatmanitya vinivrittikama dvanvai vimukha sukha sangar kachant yamuda padam avyam tat syo gabarit paruski. Anyone here only speak English? Все только по-английски говорят. Махарадж только что по-русски спросил. Все говорят по-русски. Да, хорошо. Ям немного. Окей. 5. No. 15. 55. 55. Oh, 50. Chapter 5, verse 10. 15. 15. What is 15? 15. 15, yeah. Yeah, I got it. But we have 13-15. Is it chapter? Sorry. No, 15. 15, 5. 15, 5. Yeah, I got it. Okay. Shall I read the translation? Yes, in the purport. Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходят память, знание и забвение. Цель изучения всех вед – постичь меня. Я истинный составитель веданты и знаток вед. Комментарий Его Божественной милости Аче Бхактивиданты Прабхупады. Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, и именно Он
побуждает каждого к деятельности. Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь, но благодаря указаниям Верховного Господа, свидетеля всех его поступков, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что делало в прошлом. Вот почему в следующей жизни оно начинает действовать в соответствии со своей прошлой кармой. Господь дает ему необходимые для этого знания и память и позволяет забыть прошлую жизнь. Таким образом, Господь является не только вездесущим, Он также сам находится в сердце каждого живого существа, заставляя его пожинать плоды своей прошлой деятельности. Ему поклоняются не только как безличному Браману, Верховной Личности Бога и Параматме, в сердце каждого, но и в образе Вед. Веды дают людям наставления, помогая им правильно построить свою жизнь и вернуться домой к Богу. Веды дают нам знания о Верховной Личности Бога, Кришне. 15:5. Я приношу свои извинения. Anyhow, it's nice reading Bhagavad Gita. Глава 15, текст 5. Перевод стиха. Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто, свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым и в счастье, и в горе, и кто знает, как предаться Верховной Личности, достигает этого вечного царства. Комментарий Его Божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Здесь очень хорошо описано, как человек постепенно предается Господу. Прежде всего, необходимо избавиться от опьяняющего воздействия гордыни. Обусловленная душа, возомнившая себя повелителем материальной природы, гордится собой, поэтому ей очень трудно предаться Верховной Личности Бога. Постигая истинное знание, человек должен понять, что властелином материальной природы является не он, а Верховный Господь. Свобода от иллюзий, порожденных гордыней, это первое условие, которое необходимо выполнить, чтобы предаться Господу. Тот, кто всегда ожидает почестей в материальном мире, никогда не сможет покориться Верховной Личности. Гордость порождена иллюзией. Человек приходит сюда на короткий срок, а затем уходит, но тем не менее, по глупости своей считает себя хозяином мира. Тем самым он только создает ненужные сложности и навлекает на себя бесчисленные беды. Весь мир пребывает в этой иллюзии. Люди считают землю, на которой живут, своей собственностью, и, пребывая в этом заблуждении, делят ее между собой. Прежде всего, необходимо избавиться от ошибочного представления о том, что этот мир принадлежит людям. Когда человек перестает мнить себя собственником, он разрывает все иллюзорные связи, порожденные привязанностью к семье, окружению и своей стране. Все эти ложные формы общения только привязывают его к материальному миру. Миновав этот этап, человек должен усвоить духовное знание. Ему надлежит понять, что действительно принадлежит ему, а что нет. А научившись видеть вещи в истинном свете, он освобождается от влияния материальной двойственности и перестает различать счастье и горе, удовольствие и боль. Так, постепенно он обретает совершенное знание и вместе с ним способность предаться Верховной Личности Бога. Конец комментария. Nirmana moha jita sangadosha dhyatmanitya vinivritikama tvanva vimukha dukkha sukha sangara kachantyamuda padam aviyam tat. Titai. The Sanskrit? Yes. No. Них, без. No.
Just the translation. Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым и в счастье, и в горе, и кто знает, как предаться Верховной Личности, достигает этого вечного царства. Namo Vishnuvadaya Krishna Prasthaya Bhutaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paskatyade Satarne Nirmana Moha Jita Sangha Dosha. So the beginning of spiritual life is humility. Начало в духовной жизни в этом. Humility. Это смирение. Because in Bhagavad Gita, Krishna begins by saying that we're not this body. В Бхагавад-гите Кришна начинает с того, что мы не являемся этим телом. Now, the only reason why we'd have any pride is because there's something about this body that we would have to be proud of. Единственная причина, по которой у нас есть гордость, это потому, что у нас есть это тело, и оно является причиной, побуждающей нас гордиться. But if we're not the body, then what is there to be proud of? Но если мы не тело, то чем гордиться? So pride is due to illusion. Таким образом, гордость происходит из иллюзии. And our illusion is because we identify ourselves with these gross and subtle bodies. Иллюзия происходит из того, что мы отождествляем себя с этим грубым и тонким телом. Now the question really is how to get out of illusion. Теперь встает настоящий вопрос, как нам избавиться от этой иллюзии. So the purport is we have to use this body in Krishna's service. В комментарии говорится, что мы должны использовать свое тело в служении Кришне. Now there's always two possibilities. У нас всегда есть два варианта. One possibility is that we follow our mind. Один вариант – это идти за своим умом, Especially the false ego of the mind. особенно за ложным эго и умом. We're already under the influence of the false ego. Мы уже находимся под влиянием ложного эго. Because we actually, although theoretically the speaker always tells us we're not this body. И потому что на самом деле, несмотря что мы слышим теорию, что мы не являемся этим телом, But it is difficult under illusion to take that very seriously. но так как мы находимся в иллюзии, нам очень трудно воспринимать это серьезно. Because although we may understand we're not this body, but still our mood, our experience is that of a body. И тем не менее, вопреки тому, что мы можем теоретически понимать, что мы не являемся этим телом, наш опыт нахождения в этом теле говорит, что мы тело. And when we look at other bodies, we think, well, they're also their body. И мы также видим вокруг себя другие тела и тоже думаем, что вот они тела. So illusion is quite strong. Поэтому эта иллюзия сильна. Or perhaps we're quite weak. Или, может быть, мы слабы. As Krishna says, Daiviyesha gunamayi mama maya dharatya mam eva ye prapadyante mayam etam tarantite. The material nature has been empowered by Krishna to put us into illusion. Кришна говорит в том, что я наделяю материальную энергию силой погружать нас в иллюзию. And the material nature is practically as powerful as Krishna's. И материальная энергия практически так же могущественна, как Кришна. But luckily Krishna is more powerful. Но, к счастью, Кришна более могущественна. So we have an opportunity to take shelter of Krishna and his spiritual energy. Но поэтому у нас есть возможность принять прибежище у Кришны и его духовной энергии. And it depends upon hearing nicely. Это все зависит от того, что мы слышим. And finding out what we should do to realize who we are. И возможности понять, что мы должны делать, чтобы осознать, кем мы на самом деле являемся. So that eventually we can chant Hare Krishna with all humility. Чтобы в конце концов мы смогли повторять Харе Кришна со всем смирением. Or as Prabhupada said, like a child calling for its mother. Или, как говорил Прабхупада, подобно ребенку, зовущему свою мать.
Now we think we have so many assets, so many different shelters, and it's very hard to call out Krishna's name with all feeling. И сейчас, когда мы думаем, что у нас столько собственности, столько достояний, нам очень трудно взывать к Кришне. Therefore, the best thing is to be in the association of devotees. Взывать к Кришне со всем смирением, поэтому самое лучшее – это общаться с преданными And try to spread Krishna consciousness. и пытаться распространить сознание Кришны. Because then we can develop the qualities by which we can chant Hare Krishna with attention and feeling. Потому что таким образом мы сможем развить качества, благодаря которым мы сможем воспевать со вниманием и действительно чувствуя. Outside of the association of devotees, outside of serving Chaitanya Mahaprabhu's movement, если мы говорим вне служения движению Господа Чайтаньи, вне общения с преданными, then Queen Kunti says, Janmaishvarya Shruta Shribir Edamanak Madak Puman Naivahat Yavadatum Vai Tvam Akinchana Gochara. Those who are on the path of material progress. Королева, царица Кунди говорит, что вот путь материального прогресса. Generally, everyone becomes happy if they get more riches. Человек, когда получает больше богатств, становится счастливый. The bigger the bank account, the more we think we're making progress. Чем больше денег у него на банковском счету, тем он считает более продвинутым он является. The bigger the house, чем больше дом, the faster the car. Чем быстрее его машина. One thinks, oh, I'm making progress. Вот так они считают, они совершают прогресс. Or material education. I have so many degrees after my name. It takes 5 minutes to say all my titles. Или материальное образование. Мы считаем, что у нас столько титулов. У меня, например, 5 минут требуется, чтобы перечислить все мои титулы, поэтому я великий. Then I have something to be proud of. У меня есть чем гордиться. Or I have some influence. Или я имею влияние, власть. I know how to win friends and influence people. Я умею заводить друзей и влиять на людей. I have 5,000 people on my Facebook. У меня 5000 последователей на Фейсбуке. And they're all smiling at me. И они мне все улыбаются. And I have some personal beauty. И я еще красивый. And I was born in a good family. И я был рожден в хорошей семье. So these are all material assets. Вот это все материальные достояния. Reasons to be proud. Причины для гордости. In the material world. В материальном мире. But they're all causes of bewilderment and illusion. Но на самом деле они лишь сбивают нас с толку и погружают в иллюзию. Unless they're utilizing Krishna's service. Если только мы не используем их в служении Кришне. If they're utilizing Chaitanya Mahaprabhu's service, then they become assets. Если вы используете их в служении Шри Чайтаньи, тогда они становятся вашим достоинством. They don't bind us by material pride and illusion. Они не связывают нас с материальной гордостью и иллюзией. So it's not exactly what we have that's important, it's how we're utilizing things. Поэтому важно не то, что мы имеем, а то, как мы используем это. Prabhupada used to give the example of zero. Прабхупада приводил в пример 0. You can have millions of zeros. У вас может быть миллионы нулей. But they add up to zero. Но они все равно, по сути, 0. But if you put a 1 in front of all those zeros, но если вы перед этими нулями поставите единицу, then it makes a very big number. Это превратится в огромное число. So, Krishna consciousness begins with real ego. Поэтому сознание Кришны начинается с истинного эго. As soon as we have the right ego, the right identification, then everything we do is successful. Как только у нас появляется правильное эго, правильная самоидентификация, тогда начинается настоящее сознание Кришны. That's interesting, but it wasn't exactly what I said. As soon as we have the right identification, как только у нас есть правильная самоидентификация, then everything we do is successful. Тогда все, что мы делаем, достигает успеха. Yes, from the spiritual point of view. С духовной точки зрения.
At least it's on the path of success. По крайней мере, оно находится на пути к успеху. That if I think I'm Krishna's servant, И поэтому, когда я думаю, что я слуга Кришны, actually the servant of the servant of the servant of the servant, на самом деле слуга слуги, 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 then there's a possibility what I do will be correct, will be successful. тогда есть вероятность, что то, что я делаю, будет успешным, Will будет actually правильным, attract the mercy of Krishna and his associates. что я получу милость Кришны и его спутников. So our first business is to see things properly. То есть первая вещь – это увидеть все, как оно есть. That's why we have these classes. Именно для этого нам нужны эти To fill our лекции, brains up with the same thing over and over and over again. чтобы наполнять наш мозг одними этими вещами снова, снова и снова. And see it from all different points of view. И смотреть на них с самых разных точек зрения. So eventually we see things properly. Для того, чтобы мы могли видеть все таким, какое оно есть. And what is that? I'm actually Krishna's eternal servant. А что это так? Как оно есть? То, что я слуга Кришны. And everyone else is Krishna's eternal servant also. И все другие также слуги Кришны, вечные слуги. And Krishna owns everything. И Кришне принадлежит все. Krishna is controlling everything. Кришна контролирует все. Therefore, my only business is to find out what Krishna wants me to do. Поэтому моя единственная задача – это узнать, чего хочет Кришна от меня, чтобы я And we делала. have Guru, we have Sadhu, we have Shastra, У нас есть гуру, садху, шастры. and we have the super soul in our heart. И у нас есть сверхдуша, которая находится в сердце. Dadami, Buddhi Yogam Tam. He can actually tell us what Guru is saying, what Sadhu is saying, what Shastra is saying, so we can actually hear what they're saying. Эта сверхдуша в сердце может пояснить нам, что имеют в виду гуру, садху и шастры, когда они что-то говорят, чтобы мы могли услышать. Krishna holds the dial. Кришна, Dial. When you dial something. Кришна, у него, знаете, пульт управления. When he sees we want to understand Krishna consciousness, he turns up our Krishna consciousness. Когда он видит наше желание развить сознание Кришны, он как бы включает рычаг, который помогает нам это Tesham сделать. sadatam yuktanam bhajantam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mam upayanti te. If we become convinced that we're Krishna's servant, И если мы становимся убеждены, что мы являемся слугами Кришны, and we see it how to serve Krishna, и мы видим, как служить Кришне, and we try to become steadier in our service, more enthusiastic, и если мы пытаемся стать стабильными в служении, полными энтузиазма, then Krishna turns up our spiritual intelligence, тогда Кришна включает наш духовный разум, so we can see everything clearer. чтобы мы видели все яснее. And if we want to utilize our assets for our sense gratification, А если мы хотим использовать свои достояния для удовлетворения чувств, Krishna turns down our spiritual intelligence, тогда Кришна потихонечку выключает наш духовный and he разум turns up our material intelligence, и включает материальный разум, how we can be steadily engaged in sense gratification. который помогает нам понять, как стабильно заниматься удовлетворением чувств. Therefore, we're hearing from Krishna and his representatives. Поэтому мы слушаем Кришну и его представителей. We're trying to put it into some perspective, Мы пытаемся понять это в какой-то перспективе, с какой-то стороны. and then the result should be we become determined I should utilize my time to serve Krishna. И результатом этого процесса должна быть решимость посвятить свое время этому процессу. Not that I'm in the temple, А не то, что я в I храме, have a little halo around my head, у меня сияние, нимб вокруг, I have little wings that sprout. там прорезаются крылья на спине. And when I go outside the temple, А когда я выхожу из храма, 2 little horns sprout. 2 рожка прорезаются, My tail comes out. и собственный хвост. No one has to become determined to see one's carry this spiritual ego. I'm Krishna's servant everywhere.
И когда у человека появляется духовный разум, у него появляется истинное эго, и он несет Кришну везде. And to try to serve Krishna sincerely И он under all искренне, different circumstances. и он искренне пытается служить Кришне при любых, самых различных обстоятельствах. And all we do is have to take shelter of Guru and Sadhu and Shastra, and then Krishna will help us. Все, что нужно сделать, это принять прибежище Гуру, Садху и Шастры, и Кришна поможет нам. Take the example of Шрилы Прабхупады or his associates. Возьмем пример Шрилы Прабхупады или его спутников. How to steadily engage 24 hours a day in Krishna's service. Как на постоянной основе заниматься служением Кришне 24 часа в день. When Vasudeva Dutt, Когда Васудева Датта he was in South India был в Южной Индии, and he had leprosy. и у него была проказа. And all his body was covered with sores. Его тело все было покрыто язвами. And there are worms in his body that are eating his body. И в ранах его тела находились черви, которые пожирали его тело. And sometimes these worms, they fall out. И иногда эти черви, они падали, So he'd pick up the worm поэтому он поднимал их and put it back into his и клал sore. их обратно на свои раны. Everyone needs something to eat. Всем нужно что-то кушать. One time Chaitanya Mahaprabhu came Однажды Чайтанья Махапрабху and Vasudeva Dutt was a few minutes late. пришел в собрание, и Васудева Датта пришел на несколько минут позже. Because Lord Chaitanya had left that village and gone somewhere else. Он думал, что... Sorry? Lord Chaitanya Mahaprabhu was in that village that Vasudeva Dutt arrived at, but Lord Chaitanya Mahaprabhu had left a few minutes earlier. Господь Чайтанья был в той деревне, в которую пришел Васудева Датта, но ушел за несколько минут до его прихода. So Vasudeva Dutt was so despondent he fell unconscious on the floor. И Васудева Датта был настолько разочарован, что он без сознания упал на пол. But immediately Lord Chaitanya Mahaprabhu came back И немедленно Господь Чайтанья вернулся and embraced him. и обнял его. And as soon as Chaitanya Mahaprabhu embraced him, then his separation from Chaitanya Mahaprabhu disappeared, И как только Господь Чайтанья обнял его, чувство разлуки с ним исчезло, along with his leprosy. вместе с его проказой. And it said he had a very beautiful golden body. И говорится, что его тело стало прекрасного золотого цвета. So Vasudeva Dutt became very happy, Поэтому Васудева Датта возликовал. but he also became fearful. Но ему также стало страшно. Now that I have such a nice body, maybe I'll become proud. Теперь, когда у меня такое прекрасное тело, есть опасность, что я загоржусь. So Chaitanya Mahaprabhu said, just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Господь Чайтанья сказал, просто повторяй Харе Кришна Махамантру. And then you won't become proud. И тогда мы все можем становиться гордыми. You won't become И proud. тогда ты не станешь гордым. But of course we have to chant Hare Krishna and understand things properly also. Но, конечно, кроме того, чтобы повторять Харе Кришна, мы также должны правильно понимать вещи. We should listen to ourselves chanting, Мы должны слушать то, как мы повторяем, so we can see what kind of mood we're chanting in. чтобы мы отслеживали, в каком настроении мы повторяем. And if we can't figure out what mood to chant in, И также нам нужно понять, в каком настроении следует повторять. then we should listen to those who are actually chanting in a devotional mood. Затем мы должны слушать тех, кто действительно повторяет в настроении преданности. It's nice to hear very nice kirtan leaders. Прекрасно слушать киртан великих киртаней. Sometimes it's very pleasing, Иногда это очень приятные звуки. but it may not be very spiritually advancing, Но на самом деле они могут быть не очень духовно продвинуты. because everything really depends upon what is the mood of the chanter. Потому что все зависит от того, каково настроение
того, кто поет или One повторяет. who's chanting in great helplessness, crying out to Krishna that somehow or another I don't have your association and you're neglecting me. Необходимо повторять в настроении разлуки, желая общения с Кришной. Я так хочу общаться с тобой, но так или иначе ты пренебрегаешь мной. That I feel great separation from Поэтому you, я чувствую такую великую разлуку. although I'm very unworthy of your association. И я понимаю, что я недостоин твоего общения. So, one who chants like a child calling for its mother Это подобно тому, как ребенок зовет свою мать. will actually attract Krishna and his associates. Такое повторение привлечет Кришну и его спутников. But one who chants, listen to how beautiful I'm chanting Krishna. А тот, кто повторяет в настроении «послушайте, как красиво я пою» You имена can come to the Кришны, concert also. You can come and listen also. вы тоже можете прийти и послушать. And we won't charge you anything. Мы с вас даже денег не возьмем. It's very unlikely Krishna will be very attracted to such an attitude. Но не похоже, что Кришну привлечет такое настроение. And one who's actually interested in giving Krishna to others, И тот, кто действительно хочет дать сознание Кришны другим, then Krishna will empower that devotee to give Krishna to others. такому преданному Кришна даст могущество, силы передать его другим. That we actually become determined that to distribute Krishna consciousness to others. Тогда у нас появляется решимость делиться сознанием Кришны с другими. Then we can actually, Krishna will didami buddhi yogam tam. Krishna will give us not only the intelligence to come to him, Тогда Кришна даст нам не только разум, чтобы мы могли к нему the прийти, intelligence how to remain steadily engaged in Krishna's service. но этот разум должен быть постоянно быть занятым в служении Кришне. But also the skill, eventually the skill how to do that. Но и также, в конце концов, навык, мастерство, чтобы делать это. Krishna consciousness is not just the skill of how to play musical instruments nicely or cook nicely. Сознание Кришны не в том, чтобы красиво играть на музыкальных инструментах или вкусно готовить. The essence of that is the mood that we want to please Krishna. Суть — это настроение, в котором мы хотим удовлетворить Кришну. The loving mood. Любовное настроение. Dati pratigrinati goyam akiti prichiti punte bojayate chaiva shadvidam priti lakshanam. So it's this priti lakshanam. И это прити лакшана. That can't be obtained if we're proud. Которое невозможно достигнуть, если мы горды, полны гордости. Just like Prabhupada said when he was installing Rukmini Dwarkanath in Los Angeles, Когда в Лос-Анджелесе устанавливали божества Рукмини Двараканатх, Прабхупада сказал, that Sanatana Goswami, he was hanging Madan Mohan within a tree. что Санатана Госвами hanging, Hanging Madan Mohan Madan Mohan was on a branch of a tree. его божества Мадана Мохана висели на дереве. That there was one Brahmin, Madan Mohan was his deity. И там был браман, чьими божествами являлся Мадана This is in Мохан. Vrindavan 500 years ago. Это было во Вриндаване 500 лет назад. But the Brahmin was a very advanced devotee. Этот браман был очень продвинутым преданным. Therefore he was treating Madan Mohan just like his child. И он обращался с Мадана Моханом как со своим ребенком. And indeed Madan Mohan would sometimes go out and play with this Brahmin's children. И действительно, Мадана Мохан иногда просто отправлялся играть с детьми этого брамана. One day Sanatana Goswami was doing madhukari. He was going door to door begging for some roti. И однажды Санатана Госвами делал свой мадукари, ходил от двери к двери, прося немножко роти. Because the Goswamis, they live by begging. Потому что Госвами, они живут благодаря подаянию. Begging a chapati, it wasn't exactly like a chapati,
is more or less they take a mass of dough and just throw it into a fire. Это даже не чапати, а это просто кусок теста, который бросают в огонь. Half of it would be baked, half of it would be raw. И половина его получается испеченная, а половина сырая. So Sanatana Goswami was begging for some roti. Итак, Санатана Госвами просит немного роти. And Madan Mohan saw Sanatana Goswami. И Мадана Мохан увидел Санатану Госвами. That night in a dream, the Brahmin saw Madan Mohan. И этой ночью во сне Браман увидел Мадана Мохана. And Madan Mohan told the Brahmin, he said, "You have so many children. Sanatana Goswami is all by himself. I should go and live with Sanatana Goswami." И Мадана Мохан сказал Браману: у тебя так много детей, а у Санатана Госвами никого нет, поэтому я отправлюсь жить к Санатане Госвами. Sanatana Goswami heard about that. Об этом услышал Санатана He said, Госвами. "No, that's not a good idea." И он сказал: нет, неудачная идея. Said, "I won't be able to take care of you very nice." Я не смогу о тебе должным образом заботиться. Madan Mohan said, "No, you're a great devotee. I'm sure I'll be happy." И Мадана Мохан сказал: нет, ты прекрасный, преданный, я уверен, что я буду счастлив у тебя. So, Sanatana Goswami took Madan Mohan home. Итак, Санатана Госвами забрал Мадана Мохана домой. By that time, he was living underneath a tree. Но в то время он жил под деревом. So, Madan Mohan was put on a branch of the tree. Поэтому он разместил Мадана Мохана на ветке дерева. He was quite surprised. Тот удивился. And every day, Sanatana Goswami would go and beg one of these rotis, one of these dry pieces, these bread, baked bread for И Madan каждый Mohan. день Санатана Госвами отправлялся просить роти для Мадана Мохана. So one day, Madan Mohan couldn't take it anymore. И в какой-то день Мадана Мохан не выдержал. He said, "Every day you're just offering me this dry roti. Каждый день ты предлагаешь мне эти сухие роти. Can't even get a little salt." Соли даже нету. Sanatana Goswami said, "My dear Madan Mohan," he said, "I'm an old man. И он Санатана Госвами сказал: мой дорогой Мадана Мохан, I я can hardly even move. пожилой человек, я едва хожу. Whatever I get, I offer to you. Все, что я получаю, я предлагаю тебе. Please accept it." Пожалуйста, прими это. So Prabhupada started to chuckle, laugh. И в этот момент Прабхупада начал смеяться. And he said, Madan Mohan, he had to eat the dry chapati. И, как он сказал, Мадану Мохану пришлось есть это сухое чапати. Because it was offered with love. Потому что оно было предложено с любовью. And then Prabhupada said, "But what is your value?" И тут Прабхупада спросил: а что можете предложить вы? And what is the value of the things that you have? Какая ценность у тех вещей, которые есть у вас? He said, "Actually, it's nothing. И он сказал: по сути, это ничто. The real thing is bhakti. Потому что настоящая вещь — это бхакти. That Krishna kindly accept. Кришна по своей милости принимает ее. I brought this for you. Я принес это вам. Kindly accept. Будьте добры, примите. I have no qualification. У меня нет квалификации. I've rotten and I'm fallen." Я прогнил насквозь, и я падший. And then Prabhupada started to cry, "But I brought this for you." И потом Прабхупада заплакал, он сказал: но я ведь принес это вам. And then Prabhupada said, "Don't be puffed up. И после Прабхупада сказал: вы там не гордитесь. Always remember you're dealing with Krishna. Всегда помните, что вы имеете дело с Кришной. That is my advice to you." Вот мой совет вам. So, we have the deities here, but actually the deity is also in everyone's heart. У нас здесь присутствуют божества, но божества также у каждого в сердце. And when we see things properly, then we'll understand that actually I'm simply Krishna's tiny little insignificant servant. И если мы увидим все, как есть на самом деле, то мы осознаем, что я всего лишь незначительный маленький слуга Кришны. And if I take shelter of Krishna's representatives, then they'll give me then Krishna will give me the intelligence
how to do my service with devotion. И если я приму прибежище у представителей Кришны, Кришна даст мне разум для того, чтобы я принял прибежище. How to engage in the loving exchanges with the devotees. Он научит меня, как производить любовные обмены с преданными, So they're actually общаться. loving exchanges. Потому что это действительно общение с любовью. How to actually love Krishna, Как по-настоящему любить Кришну? please Krishna. Как удовлетворить Кришну? How to help the innocent, Как помогать невинным? which is why Krishna comes in this age. Это то, ради чего Кришна приходит в этот век. And how to help the atheists by defeating them И как помочь атеистам, побеждая их, поражая их. or ignoring them, neglecting Или them. не обращая, игнорируя их, не обращая на них внимания. So that's called skill. Это называется умение. And if we develop that skill in our devotional service, or those skills, then our devotional service will become deeper and deeper. И если мы разовьем в себе эти умения в сознании Кришны, наше сознание Кришны будет становиться все глубже и глубже. And the result is that we'll be steadily under the spiritual energy. И результатом этого будет то, что мы будем находиться под влиянием духовной энергии. If we develop steadiness in our service, Мы станем стабильными в своем if служении. we develop perspective in our service, И мы начнем понимать we служение. develop determination in our service, У нас появится решимость в служении. if we develop skill in our service, И у нас появятся необходимые умения и навыки. then we'll always be under the spiritual devotional energy. Тогда мы всегда будем находиться под покровительством духовной энергии. And then our lives will actually become spiritually successful. И тогда наши жизни действительно станут успешными с духовной точки зрения. But we have to prepare ourselves to simply become the servant of Krishna's servants. Нам просто нужно подготовить себя к тому, чтобы стать слугой Кришны. Under the guidance of the great devotees. Под руководством великих преданных. So, спасибо. Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? Спасибо за лекцию. Такой вопрос. Какие блага получает человек, если он практикует запоминание шлок и повторение каждый день? И повторяет их каждый день. И повторяет их каждый день. И какие советы вот начинающему преданному, который занимается вот таким вот служением? Начинает заниматься преданным служением просто? Или изучением шлок? Who starts learning shlokas? I don't know. There's so many ways of learning slokas. Шлоки можно учить самыми разными способами. It's the beginning, В начале but then we should know what they mean. мы должны понять, что шлока We означает. should know how to apply them. Мы должны понять, как их применять. So especially learning slokas are nice when we try to explain them to others, we get the opportunity to explain them to others. Поэтому замечательно в таких обстоятельствах, если есть возможность, объяснить эту шлоку другим. Then we'll be able to see them in a from different points of view. Это позволит нам увидеть эту шлоку с разных точек зрения. And get some idea how to apply them within our daily service. И также понимание того, как применять эту шлоку в своей практической ежедневной жизни. And they become inspiration to improve our devotional service to Krishna. И тогда это станет вдохновляющим моментом, который побуждает нас улучшить наше служение Кришне. So we know how to always be taking shelter of Krishna more and more. Таким образом, мы будем все лучше и лучше понимать, как принимать прибежище у Кришны. One feels more and more dependent and feels that one cannot do anything without Krishna's help. Появляется настроение зависимости от Кришны и ощущение, что ты ни на что не способен без Кришны. So
memorizing slokas is good. Поэтому учить шлоки хорошо. Understanding them is better. А понимать их еще лучше. Applying them is even better. А применять их в жизни еще лучше. Realizing them is even better. А осознание, действительно глубокое понимание шлоки – это самое лучшее. And making them part of our life is the best. А самое лучшее – это сделать их частью своей жизни. Yes. Харе Кришна, мои поклоны вам. Я хочу задать такой вопрос. Есть ли разница в поклонении Кришне или Вишну? Мне, например, больше ближе Господь Вишну. Объясните, пожалуйста. Кришна или Вишну, да. Мне ближе Вишну. Да. No, they're both the same person. То есть я очень люблю Господа Вишну. Good. I wish I loved. Well, I'm trying to love him, so maybe you teach me. Спасибо. Спасибо, Харе Кришна. It's just like Prabhupada gives the example of the judge. Прабхупада приводит пример судьи. That he's called your honor. Your honor in the court. В суде к нему обращаются ваша честь. And he wears a certain dress, a certain robe. И у него определенная мантия. And he has a certain activity. He condemns people to death, and he awards people money. И у него определенный тип деятельности. Он может осуждать на смерть или присуждать какие-то деньги. But he goes home at night. Он вечером идет домой, He takes off his robes. снимает свою мантию, His wife and children give him another kind of robe. и тогда дети и жена его одевают в другую They call him John. одежду. He plays with his children. Он играет со своими детьми. They're both the same person. Это одна и та же личность. They have different names. У него разные имена, They титулы. look slightly different, Кажется, что это разные but they're люди, the same person. но это одна и та же личность. Of course, in our stage, it's good to try to love Krishna, На нашем уровне замечательно пытаться полюбить Кришну, even if we're attracted to his form as Vishnu. даже если нас привлекает его форма Вишну. Because if our relationship in the spiritual world is actually with Krishna, Потому что наши отношения в духовном мире на самом деле с Кришной, then it'll take longer to get back to the spiritual world, То to так- Goloka Vrindavan. если это так, то потребуется гораздо больше времени, чтобы вернуться на Галоку Вриндавану. Because if we worship Vishnu, Потому что если мы поклоняемся Вишну, we may have to take an extra stop in Vaikuntha нам придется сделать дополнительную остановку на before we Вайкунтхе, go back to Goloka Vrindavan. на пути обратно на Галоку Вриндавану. But loving Vishnu is all right. Maybe our relationship is with Vishnu. Но любить Кришну — это здорово. Возможно, наши отношения именно с Господом Вишну. Yes. You can come up, come up, come up. You can come. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вопрос по поводу эго и самоидентификации. То есть можно ли поподробнее раскрыть, за счет чего происходит изменение эго? Я просто подумал, что с этим же сложности, потому что одна из функций эго — это как раз сохранить свою самость, то есть как бы стабильность. Hear from Krishna. Слышим от Кришны. Put into practice what we heard, understood theoretically. Применяем на практике то, что мы услышали теоретически. Just like Chaitanya Maharaj says, chant Hare Krishna. Как, например, Чайтанья Махапрабху говорит, повторяйте Харе Кришна. That if we chant Hare Krishna, we'll come in Krishna's association. Если вы будете повторять Харе Кришна, вы начнете общаться с Кришной. And the more we chant
according to how the Chaitanya Mahaprabhu was, like Lord Chaitanya was chanting. И чем больше мы повторяем, так как повторял Господь Чайтанья Махапрабху, the more everything will be revealed to us. тем больше нам открывается. So we practice that. Практика. And then gradually things will be revealed to us. Мы практикуем, и постепенно вещи открываются Our нам. real identity will be revealed. И также открывается нам истинная наша сущность. Just like at night we're asleep, Как, например, ночью мы спим. we believe we're a bird. Мы верим в то, что мы птица. When we wake up, we realize I'm not a bird. Проснулись и понимаем, я не птица. I'm living in Russia. Я живу в России. And then when we really wake up, А когда я по-настоящему просыпаюсь, then we'll find out who we really are. я понимаю, кто я на самом деле. Over there? Someone had a question there? No? Okay. Okay. Oh, she had a question there. There. Харе Кришна. На самом деле, каждый стих в Бхагавад-гите очень важный. И вот здесь у меня вызвало вопрос, а достаточно ли просто повторения Харе Кришна, чтобы избавиться от таких наших анарт, как гордыня, стремление к славе и почестям и подобным, и подобных? Или нужна какая-то другая практика, еще плюс к этому? Yeah, if you can actually chant Hare Krishna. Not so easy to chant Hare Krishna, though. Chanting Hare Krishna means to actually call out to Krishna. А повторять Харе Кришна значит действительно звать Кришну, With a взывать. sincere desire to engage in His loving service. С искренним желанием участвовать, заниматься преданным служением Ему. But if we don't know who Krishna is, Но если мы не знаем, кто такой Кришна, we don't know what His loving service is, мы не знаем, что такое любовное служение Ему. it's very hard to call out to Krishna that way. Таким образом, нам очень сложно взывать к Нему. So it's easier when we find out who Krishna is. Поэтому нам становится легче, когда мы узнаем, выясняем, кто такой Кришна и что такое любовное служение Ему. Then it's easier to ask for that. Тогда нам легче просить этого. So we need spiritual knowledge. Поэтому, по сути, нам нужно духовное знание. Therefore, along with the chanting of Hare Krishna, we're also reading Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Вместе с повторением Харе Кришны мы также читаем Бхагаватам и Бхагавад-гиту. And we're worshiping the deities. И мы поклоняемся божествам. We're serving the devotees. Мы служим преданным. We're trying to make the atmosphere spiritual. Мы пытаемся сделать всю обстановку духовной. So this will all help us chant Hare Krishna Все sincerely. это помогает нам повторять Харе Кришна искренне. Искренне. Yes. Здравствуйте. Меня такой вопрос интересует. Для чего мы были отправлены сюда на Землю? Для того, чтобы выполнить какую-то определенную миссию, или же чтобы наша душа здесь эволюционировала? Oh, our mission is to serve Chaitanya Mahaprabhu's mission. Without that, we're spiritually dead. He's the Yuga avatar. That's the only reason why we exist. Это единственная причина, по которой мы существуем. It's to serve Chaitanya Mahaprabhu's mission. Служение миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. And to whoever we meet,
И с кем бы мы ни we should встречались, meditate how we can help them become Krishna conscious. мы должны думать о том, как мы можем познакомить этого человека, сделать его сознающим Кришну. Then our existence has some meaning. Тогда в нашем существовании будет смысл. Otherwise, it's meaningless. Иначе смысла нет. All right, we'll stop there. Thank you very much. Итак, мы Grantaraj Bhagavad Gita останавливаемся. ki jai. Большое спасибо. Шрилы Прабхупады ki jai. Gaur Premanande. Дорогие преданные, давайте поблагодарим Прахладананду с вами за общение, за ценное общение. Хари! А сейчас у нас в гостях следующий ученик, вернее ученица Шрилы Прабхупады. Это матаджи Рукмини, и мы пригласим ее на Вьясасану. Давайте поприветствуем. Матаджи Рукмини, одна из первых ученик Шрилы Прабхупады. Она присоединилась к ИСККОН в 1968 году. Это супруга Уттамы Прабху, вы, наверное, знаете этого преданного, это министр по связям с общественностью, и она помогает ему. Они поддерживают очень многие проекты, и поддерживали, продолжают это делать. И сейчас матаджи Рукмини, она вот путешествует по миру и занимается проповедью. Давайте еще раз поприветствуем матаджи Рукмини. Хари! Дорогие друзья, добрый день. Я хотел сделать небольшое объявление. Сейчас начинается программа специально для тех людей, которые делают, которые впервые пришли сюда, в это замечательное помещение, в этот замечательный храм, или, может быть, люди, которые делают первые шаги в духовной жизни. И я вам предлагаю посетить программу именно для таких людей. То есть я сейчас встану внизу около лестницы, к которой вы спустились, и буду стоять там около минуты. Подходите, там будет возможность лично задать вопросы проповедникам, там будет угощение вегетарианское. И все, что вы хотите спросить по поводу культуры, по поводу философии, именно что касается ведической философии, ведической культуры. Все это будет можно узнать. Спасибо большое. Наша программа продолжается. Шри Кришна. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Mukham Karoti Vachalam Pangolam Gayate Girim Yat Kripastamaham Bande Shri Gurundinataranam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivaja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, I thought I would open Bhagavad Gita and say a prayer and see what page Krishna would lead me to. Я подумала, что я сейчас открою Бхагавад-гиту, скажу молитву и посмотрю на то, на какую страницу приведет меня Кришна. But when I open the Bhagavad Gita, I can see that it's all in Russian. Но когда я открыла Бхагавад-гиту, я увидела, что там все на русском. So I will just close it. Поэтому я ее просто закрою. But I was reminded there was a very nice question that someone was just asking about mission. I think maybe he left. He was sitting over here. Здесь был очень замечательный вопрос от Прабху, который задавал вопрос о миссии. Мне кажется, он уже ушел. That was a nice question, and I was thinking that I was just reading in one of Шрилы Прабхупад's purports in the second chapter of Bhagavad Gita. И это был замечательный вопрос. Я как раз вспомнила, что я недавно читала в одном из комментариев Шрилы Прабхупады ко 2 главе. Thank you. I'm not sure I could find the purport quickly, but Srila Prabhupada was saying that anxiety comes from not having a purpose or a mission in life. Я не уверена, что я сейчас быстро найду этот комментарий, но в нем Прабхупада пишет, что наше беспокойство возникает из того, что мы не можем, we cannot, not having a purpose or a mission. Что у нас нет цели или миссии. Yeah, like even if I think I'm a devotee. Даже несмотря на то, что мы думаем, я преданный. I chant. Я повторяю. But if I'm not looking at the end, what is my purpose? What is my goal? What is my end to be achieved by this service and chanting? Но если я не задумываюсь о конечной цели, если я не думаю о том, а что потом, что в конце, какая моя финальная цель, зачем я это делаю? Then I can tend to become subjected to so much anxiety. То тогда меня могут начать одолевать столько беспокойств. But if I have some goal in mind, then I can tolerate so much more. Но если я помню о своей цели, то я смогу перенести столько вещей, намного больше. Like for me, it's very inspiring to come to Russia and to hear the stories of the veteran devotees who suffered so much in the Soviet prisons. Для меня это огромное вдохновение приезжать в Россию, и слышать все эти истории ветеранов российского ИСККОН. And I don't think even one of those devotees had ever seen Srila Prabhupada. Они столько пережили страданий, и я думаю, ни один из этих преданных не видел Прабхупаду. So it's amazing because they had a great sense of mission. И это удивительно, потому что у них есть вот это сильное чувство миссии. So because of that, they were able to tolerate so many of the small things. Благодаря этому чувству они смогли перенести все эти неудобства. Even when the small things were very big things, actually. А тогда даже маленькие неудобства были большими неудобствами. Maharaj, I don't know if you heard this point. I was just saying that I was reading in one of Srila Prabhupada's purports in the second chapter of Bhagavad Gita that if one doesn't have a purpose, I was reminded by the question this young man asked, that if someone doesn't have a purpose, then they can become, like a mission, a goal, then they can become anxiety. He was saying anxiety comes from not having a purpose. So I think it's an important point, you know. Поэтому это важно было сказать. So, yeah, Maharaj was speaking about devotional service, I heard, yeah? Я слышала, что Махарадж рассказывал о преданном служении, так? So, what I've been thinking about lately is, I've been thinking of building community. В последнее время, о чем я размышляла о построении общества, сообщества. So when we think about community,
I think of it in three sections. Когда я думаю о сообществе, я думаю о нем с трех сторон, три секции выделяю. First of all, collecting all of the voices within myself. You know, we may have so many demands and so many different voices within myself. Прежде всего, в каждом из нас живет столько голосов, потребностей, требований, желаний, и мы все это как бы приводим к единому знаменателю. So the community, the internal community. Здесь я говорю о внутреннем сообществе, о своем внутреннем сообществе. Then we have the community between ourselves and others. И дальше есть сообщество, в котором есть я, а есть другие. You come together, you discuss, this is community. Мы собираемся вместе, обсуждаем что-то. Вот это сообщество. So then the third aspect is to think of who am I as a global citizen, as a citizen of the world. И третий аспект этой вещи – это том, кем являюсь я, как гражданин мира. So how our Krishna consciousness goes out into the world. Как сознание Кришны проявляется во внешнем мире. So first of all, let's talk about the internal community, the community within myself. Давайте прежде всего обсудим внутреннее сообщество внутри меня. So I have an example to give you. I'm driving a very, very old car. My car is very old. Могу привести вам пример. Я езжу на очень-очень старой машине. Она очень старая. So we went to our friend who sells used cars. Мы отправились к нашему другу, который продает подержанные машины. And he told us the name of his friend who is a mechanic. И он дал нам имя своего друга, который является механиком. And he said the mechanic can help you get some parts for your car. И он сказал, этот механик поможет вам найти запчасти к вашей машине. So we went to the mechanic and he said, now if you're going to put parts in your car, you have to put first-class parts in your car, not the junk parts that your friend puts in. И когда мы приехали к этому механику, он нам сказал, если уж вы меняете какие-то запчасти в машине, то используйте первоклассные запчасти, а не те отвратные запчасти, которые вот тот парень использует. Because if you put the junk parts in, then you'll have a junk car. Потому что если вы используете некачественные запчасти, у вас будет некачественная машина. So I was thinking, I thought about this very much, and I was thinking this becomes a metaphor for community. И я очень много, эти слова запали мне в душу, я много о них думала, и я подумала, что это метафора, имеющая отношение, описывающая сообщество. Each one of us is a little tiny part of this community. Каждый из нас маленькая частичка этого сообщества. Like they have this saying in English, I don't know how you translate it, but a cog in the wheel. A little part, like maybe there's a big machine. У нас в Америке говорят, есть такое выражение «спица в колесе». So Prabhupada sometimes would give the example that you have a little tiny screw. It's an essential part of the machine, but if you throw it in the street, someone will kick it. It has no use. И Прабхупада приводил следующий пример. Какой-нибудь болтик, он является очень важной частью механизма. Но если этот же болтик вы просто выбросите на улицу, его будут пинать, и никто не обратит на него внимания. But when that part is attached to the whole, then it's essential. Но когда эта маленькая запчасть является частью целого механизма, он является важным. So if I'm trying to build a community, and I myself am so full of junk inside me, и если я пытаюсь выстроить это сообщество, но внутри меня столько некачественных запчастей, if I'm full of junk, you're full of junk, you're full of junk, everyone's full of junk. Если внутри меня какая-то ерунда, внутри вас какая-то ерунда, если внутри каждого какая-то ерунда, then what kind of community will we build? То какое сообщество мы сможем выстроить? So in Bhagavad Gita, in the second chapter also, Krishna talks about how yoga means ekehar kurunandana, single-pointed intelligence. This is yoga. В Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что йога – это полное сосредоточение на одной вещи. So maybe today when you're coming to the temple, maybe there was one voice inside of you saying, why are you going there?
И сегодня, когда вы шли в храм, возможно, внутри вас какой-то голос говорил: ты зачем туда идешь? There's a new movie out, why don't you go see it? Может быть, в кино там новый фильм вышел. What about your old girlfriend? What about your old boyfriend? А может быть, к подружке заглянем или к другу зайдем. They probably still love you more than the devotees. Наверняка они все еще тебя больше любят гораздо, чем эти преданные. So we all have so many voices within us, right? И в каждом из нас есть столько голосов, так ведь? But yoga means this ekeha kurunandana, this single-pointed intelligence, when all the voices come together to aim to Krishna. Но йога — это единение всех этих голосов, когда все они сливаются в один и идут к Кришне, ведут к Кришне. Where's Alessia? Is she here? Who? Any Alessia? А где Олеся? Anyway, so you may be hearing this thinking, yeah, that's nice talk. И вы, может быть, слушаете меня и думаете: да, хорошо говорит. But actually I have so many faults and I'm not on that level, and everyone I know here also has so many faults. Да, звучит замечательно, но у меня столько недостатков, столько проблем, я еще не на таком уровне. So I may not be there, but if I can aim for that place, then I am heading in that direction. Но даже если я еще не на этом уровне, но я стремлюсь прийти на этот уровень, я иду к этой цели. So if I'm trying for that, если я прилагаю усилия, Prabhupada gave a nice example of the mango, the unripe mango. Прабхупада приводил прекрасный пример незрелого манго. So if you have a green mango, it's very hard, it's very sour. Если у вас есть зеленое манго, оно очень твердое и кислое. But you have faith that one day it will be a mango. Но у вас есть уверенность в том, что однажды оно станет настоящим манго. If with patience, with time, it will ripen and be sweet and soft and juicy. Немножко терпения, немножко времени, оно созреет и станет мягким и сочным. I was giving this example to a group of Chinese devotees in Mayapur, and someone asked the question, well, what about a rotten mango? Я рассказывала эту историю китайским преданным в Майяпуре, а кто-то задал вопрос: а как насчет прогнившего манго? So a rotten mango is one that's disconnected. То манго, которое сгнило, потеряло связь. We see that a mango on the vine or an apple or a peach on the vine is ripening, getting sweeter, sweeter. Мы знаем, что когда на ветке плод созревает, яблоко, манго, персик, он зреет, становится все зрелее. But if it's thrown down in isolation, smashed, then it can become rotten. Но если это манго падает, его отрывают и бросают, оно теряет связь, то оно становится непригодным к еде. So talking about building community, isolation is very dangerous. We were just talking. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы выстраивать сообщество, изоляция, когда мы отдельно, isolation is very dangerous if you're a lady without a husband. Изоляция — это очень опасная вещь, если вы женщина, у которой нет мужа. It's very dangerous if you're a man without a wife. Изоляция — это очень опасно, если вы мужчина, у которого нет жены. It's very dangerous if you're a brahmachari living in the brahmachari ashram. Это очень опасная вещь, если вы брамачари, который живет в брамачари ашраме. It's even dangerous if you're a sannyasi or a guru. Она опасна даже для саньяси и гуру. So we need association. Поэтому нам нужно общение. So looking at this bringing together this community of voices within myself to be single-pointed. И для того, чтобы выстроить все это большое количество голосов внутри себя, встроенный хор, в единый голос. So if we hear this and we think very honestly, I'm not at that point. I have so many contrary desires in my heart. И если вы сейчас здесь сидите и вы говорите себе: я еще даже не на таком уровне, во мне столько противоречивых желаний. Then when those contrary desires come up, then I have to cry to Krishna, cry to Prabhupada, cry to my spiritual master. Тогда человек понимает, что когда во мне возникают эти противоречивые желания, я должен взывать к Кришне, взывать к Прабхупаде. And not just push it under the rug.
Не надо просто, как говорят, знаете, засунуть бумаги под ковер, да? And pretend that you don't see it. И сделать вид, что этого не существует. You have to look at it very carefully. What is this desire? And pray to Krishna and really act and serve and ask Krishna to help you. Нет, очень внимательно посмотрите на это желание, поймите, откуда оно пришло, и искренне молитесь и служите. Because if we think about cleaning the heart, who cleans the heart? Потому что если мы думаем об очищении сердца, то что очищает сердце? Кто очищает сердце? What do you think? Who Как вы cleans? думаете, кто очищает Who сердце? cleans the heart? Кто очищает? Кришна, Гуру. Krishna, Guru, and И Vaishnavas, all the devotees, все преданные. and what about me? I just sleep. А я что? Я что, сплю при этом? I pray, he says. I pray. Я So молюсь. it's like a partnership. Вы знаете, это партнерство. That Krishna sees our desire. He's sitting in our heart, like the example of the two birds on the tree, right? Кришна видит наши желания, Он находится в нашем сердце. Вы помните пример о двух птицах, правильно? The one bird is eating all the bitter and sweet fruits of the world. И одна из птиц поедает все сладкие и горькие плоды этого мира. And then the bird jumps to another tree, which is compared to another body. И затем эта птица перепрыгивает на другое дерево, что сравнивается с новым телом. But still that one friend bird is always traveling with us, always traveling with Но us. несмотря ни на что, птица, которая является другом этой птицы, всегда сопровождает ее. And what's that friend bird doing while he's traveling with us? He's just waiting to hear, what is your desire? What do you want? И что же делает эта птица-друг, сопровождающая нас во всех наших путешествиях? Она просто хочет услышать, каково твое желание, чего хочешь ты. So it's a partnership. Krishna's waiting to see what our desire is, and then he can help us so much. Это партнерство. Кришна хочет увидеть, какое в нас желание, и Он хочет помочь нам. Yeah, so that's a little bit about the internal community. How long is this class supposed to go? А сколько у нас есть времени у матаджи Рукмини? Сколько? Till 4. Till 4, okay. So I'll speak a little bit and then we can leave time for questions also. Я немного поговорю, а затем мы оставим время для вопросов. So I wanted to say that personally my very first experience with mantra chanting was when I read a book from the Orthodox tradition. А мой самый первый опыт повторения мантры был после того, как я прочитала книгу о христианской традиции. And it was called The Way of a Pilgrim in English. Она называлась «Путь паломника». And in this book there was a Russian pilgrim, Orthodox pilgrim. И в этой книге русский православный паломник. And he heard in one what we would call satsang. И он услышал, и он записал сатсанг, то, что мы называем сатсангом. That it is possible to pray incessantly, to pray constantly. И он писал в этой книге о том, что да, это возможно молиться беспрестанно, без перерыва. So he kept thinking about this. How is that possible? И он постоянно размышлял об этом, как же сделать это возможным, как это возможно. So he begins to pray the Jesus prayer. И он начинает возносить Иисусову молитву. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Он молится: Господь Иисус Христос, будь милостив ко мне. And he says in that book that it is possible to pray constantly, incessantly, but we have to always be asking the Lord for help. И он говорит в этой книге, что да, это возможно молиться непрестанно, без перерыва, но мы постоянно должны просить Господа о помощи. Asking him to show us the way. How can we chant incessantly? How can we pray Просить Его incessantly? показать нам, как добиться этого, как быть в состоянии молиться непрестанно. So I think it's a very nice goal, talking about goals. It's a nice goal to have that I could chant Hare Krishna 24 hours a day.
Я думаю, что это, если мы говорим о целях, то это прекрасная цель. Цель поставить себе, быть в состоянии повторять Харе Кришна 24 часа в день. When you walk out of this class and you start walking home or you start your car, you can be chanting Hare Krishna. Вы выходите из храма с этой лекции, вы заводите свою машину. Во все эти моменты вы можете повторять Харе Кришна. When you're in the drugstore buying a bottle of aspirin, you can chant Hare Krishna. Когда вы в аптеке покупаете бутылочку с аспирином, вы тоже можете повторять Харе Кришна. When you're telling your children not to run in the street, you can be chanting Hare Krishna. Когда вы говорите своим детям не бегать на улице, вы можете повторять Харе Кришна. But if you remember to do it once, then you can ask Krishna's help. Please remind me to do it again. Но если вы вспомнили об этом хотя бы один раз, то вы постоянно можете просить Кришну, пожалуйста, напоминай мне делать это всегда. In that way, by having that continuous spiritual contact with Krishna's holy name, the heart can be purified little by little, gradually. И таким образом, благодаря тому, что вы находитесь в этом постоянном контакте со святым именем Кришны, ваше сердце может очиститься. But always asking for Krishna's help. Но всегда просите помощи Кришны. So it's amazing when you think that probably in every society one of the lowest jobs someone could have would be to be a garbage man. И мне кажется, никто не будет спорить с тем, что в материальном обществе одна из самых низкоуважаемых или низко работ это мусорщик. I don't know if any of you have that job. Не знаю, может быть, кто-то из вас работал мусорщиком. But once when I was in New York, I met a young man who was working as a garbage man. Но однажды в Нью-Йорке я познакомилась с молодым человеком, который работал мусорщиком. And he was telling me, I don't want to do this job anymore. I smell like garbage. I hate it. I'm so dirty all the time. И он мне жаловался, да не хочу я больше работать, постоянно воняет от меня, пахну мусором, что это за работа, не могу больше. So just imagine, Krishna sees everything, knows everything. He's so merciful, most merciful, but also all-powerful. So he comes into our hearts to help us clean the garbage. Imagine. Представьте, Кришна, он видит все. Он самый могущественный, он самый милостивый. To clean the garbage. И вот он видит человека, который должен убирать этот мусор. So you know how dirty your heart is. I know how dirty my heart is. And just imagine Krishna so kindly comes in there to clean the garbage. И он приходит помогать вам. Просто представьте, как сколько мусора в нашем сердце, и все равно Кришна приходит, чтобы помочь нам убрать этот мусор в нашем сердце. He becomes the chariot driver for Arjuna. Он становится возницей колесницы для Арджуны. The messenger of the Pandavas. Посланником пандавов. And for us, he can be like a garbage man coming in to help us clean our hearts. А для нас он становится мусорщиком, который приходит, чтобы убираться в наших сердцах. So I want to give you four things that start with S. We're still on the topic of cleaning, purifying the community within, right? All of those different voices, bringing them together and Ekha Kurunandana, single-minded intelligence. Мы сейчас все еще продолжаем тему об очищении сердца, о внутреннем сообществе, о том, чтобы нестройный хор голосов слился в один. There's an example that's given in the 11th canto of Srimad Bhagavatam of a man who was an arrow maker. His job was making arrows. В 11-й песне Шримад Бхагаватам рассказывается история работы об человеке, который изготавливал стрелы. And you can imagine how precise that must be to make an arrow so that it shoots exactly straight to hit the target. Можете представить себе, насколько это точная работа изготовить стрелу, которая будет четко попадать в цель. So the Bhagavad says that one day while he was working in his little shop, the king's retinue was coming down the street. И когда он однажды работал в своей мастерской, мимо проезжал царь. So you can imagine the king is never alone, right? He has all the drums and the bugles and the army and the guard.
И вы представляете себе, да, что царь никогда не путешествует один. У него и охранники, и слуги, и барабаны, и все прочее. Even today, if some big government minister decided to come to the temple, there would be so much security and all of Даже that. если бы сегодня какой-то министр решил приехать к нам в храм, здесь было бы полным-полно security. But he was so fixed in his arrow making that he didn't even notice the Но drums and the bugles and. Мастер настолько был погружен в свою работу изготовления стрел, что он не заметил ни фанфар, ни барабанов. So if we want to come to that place of deep samadhi in chanting the holy name, we can ask Krishna for his help. И если мы хотим достичь состояния глубокого самадхи, воспевания святого имени, мы можем попросить Кришну о помощи. But if that's not our purpose, if that's not our goal, Krishna is not going to force us. Но если мы сами не поставим себе эту цель, то Кришна не будет нас заставлять. Have you ever noticed that Bhagavad Gita is a book of it's not a book of commandments. Вы заметили, что Бхагавад-гита – это не книга заповедей. It's a book of suggestions. Это книга предложений. Krishna says, Arjuna, you could do this, or you could do this. Кришна говорит: Арджуна, ты можешь поступить так, или ты можешь поступить так. Or you could do this, or you could do this. Ты можешь сделать вот это, или ты можешь сделать это. And then sometimes he says, but in my opinion, it would be good if you did this. А иногда он говорит: но знаешь, с моей точки зрения, было бы хорошо, если бы ты поступил так. So then at the end of the Gita, Krishna says, so now Arjuna, I've taught you about action and inaction. И в конце Бхагавад-гиты Кришна говорит: теперь, Арджуна, я рассказал тебе о том, что такое действие, а что такое бездействие. I've taught you about all the different processes of yoga. Я рассказал тебе о всех различных процессах йоги. I've told you about the 3 modes of nature. О 3 гунах материальной природы. The divine and demoniac people. Божественных и демонических людях. So now Arjuna, do whatever you want to do. Пожалуйста, Арджуна, сейчас поступай, как считаешь нужным. It's so beautiful. I mean, Krishna is so loving. He's such a loving friend that he knows that love can never be forced. И представьте, это так красиво. Кришна с такой любовью выступает вашим другом. Он относится к вам с любовью и понимает, что мы никогда не можем навязывать свою любовь. And he's so patiently waiting for us, life after life, to turn to him of our own volition. И так он терпеливо из жизни в жизнь ждет, когда мы сами повернемся к нему по собственной воле. So I want to tell you about 4 things that start with an S. И я хотела вам рассказать о 4 вещах, которые начинаются с буквы S. To help us collect all of these different voices, right? И эти вещи помогут нам сделать так, чтобы все наши голоса слились в один. So first of all, there is let's say sadhu sangha is first. Скажем, первое — садху санга. So all of you are here because you appreciate the holy, uplifting time of sharing and hearing in satsanga. Вы все здесь находитесь, потому что вы цените это удивительное время, которое возвышает наше сознание, сатсангу. No one put you in handcuffs and brought you here today. Вас же никто сюда в наручниках не приволок, правильно? You came of your own volition. Вы сами пришли по собственной воле. So sadhu sangha is so essential. Поэтому садхусанга принципиально важна. But maybe when you walk out, like once I asked Prabhupada this, I said, I feel so far away from you when you're not here. И однажды я спросила у Прабхупады, я чувствую себя так, что я так далеко от вас, когда вас здесь нет. So in addition to this sadhu sangha, there's personal sadhana. Поэтому в добавлении к садхусанге есть личная садхана. Take it home with you. Do something at home, whatever you can do. If you can chant a certain fixed number of rounds every day, if you can chant 5 or 10, if you can chant 16, but maintain that number and keep it as a fixed number. And that's your own showing Krishna, your personal endeavor. И возьмите это с собой. Пусть ваша садхана, это будет то, чем вы занимаетесь дома. Читайте регулярно, если вы читаете 16 кругов. Таким образом вы покажете Кришне вашу волю, вашу свободную волю, что вы хотите этого.
So we have the group, the power of the group. Итак, у нас есть энергия, сила группы. Then take it home, have your own personal altar, your own sacred space. А дома перенесемся домой. У вас свой собственный алтарь, у вас духовное пространство домашнее. Make your house a temple. Сделайте ваш дом храмом. Light some incense, light some candles, make it beautiful and uplifting. Зажгите благовония, зажгите свечи. Пусть обстановка будет возвышающей сознание. Even if you just have a little tiny closet, даже если у вас для этого всего лишь маленький шкаф, you can make it an uplifting space so someone will walk in and be uplifted. Вы можете сделать это пространство возвышающим сознание, чтобы кто-то другой зашел и почувствовал это. And do your personal practice there. И выполняйте свою личную практику. So we have sadhusanga, sadhana. Садхусанга первая, садхана. So here we are. Today is the day before Janmastami, right? И вот мы здесь сегодня, и завтра у нас Джанмаштами. So the third one is seva. Третье сева. So find some service you can do for Krishna. Найдите какое-то служение, которое вы можете выполнить для Кришны. There's always garlands to make. There's always sabjis to be chopped. Есть всегда гирлянды, которые нужно сделать, и сабджи, которые нужно нарезать. Once someone asked me, how can we respect Prabhupada's disciples more? И однажды мне задали вопрос, как мы можем еще больше уважать учеников Прабхупады? And I said, what about respecting the person who's just walked into the temple? А мой ответ был такой: а как насчет уважения к человеку, который только что вошел в храм? So no one should ever see that some brand new person has walked in and nobody's talking to them. Не должно быть такой ситуации, когда в храм заходит кто-то в первый раз, а с ним никто даже не общается, не разговаривает. Sometimes you hear a story that, wow, I came to the temple 5 years ago, but no one talked to me, so then I didn't come back for 5 more years. Мы иногда слышим истории: я пришел в храм 5 лет назад, на меня никто не обратил внимания, поэтому следующие 5 лет я больше не приходил в храм. There's so many ways of seva, right? Есть так много разных служений, правильно? Так ведь? And seva is not just about making a show, but it's about crying to Krishna while you're doing it and changing the heart. И сева это не значит устраивать какое-то шоу. Сева это значит взывать к Кришне, когда вы его делаете, из сердца. There's a funny story about one of my godbrothers, whose name I won't mention. He was, every time Prabhupada would be in Vrindavan taking a walk every morning. And when Prabhupada would be coming back from the walk, this one devotee would be standing there and saying all these glorious... Есть одна смешная история об одном ученике Прабхупаде, который, когда Прабхупада был во Вриндаване, вы знаете, он каждое утро ходил на прогулку. И каждый раз, когда Прабхупада возвращался, этот преданный встречал его со сложенными руками и прославлял его. And glorification is wonderful, but this person was being a bit verbose. И прославлять это хорошо, но этот человек переусердствовал всегда. Oh, Prabhupada, you are the greatest, blah, blah, blah. You know? О, Прабхупада, вы самый великий, та-та-та. So finally, day after day after day, и вот так продолжалось день за днем. Prabhupada said, why don't you do something practical? В какой-то момент Прабхупада сказал, почему бы тебе не сделать что-то практическое? So the next day when Prabhupada came back from his walk, поэтому на следующий день, когда Прабхупада вернулся с прогулки, this devotee to make a show was sweeping. Этот преданный именно в этот момент, чтобы устроить шоу, он подметал пол прямо перед Прабхупадой. Just to show Prabhupada how he was doing seva. Чтобы показать, чтобы Прабхупада видел, как он выполняет севу. But we can take that and compare that to how Prabhupada was sweeping the courtyard of the Radha Damodar temple. Но давайте возьмем эту историю и вспомним историю о том, как Прабхупада подметал двор храма Рада Дамодара. Temple, yeah. I don't know if you've heard this story before, but at night, when no one was watching, Prabhupada would be, in a solitary way, sweeping the courtyard of the Radha Damodar temple. Я не знаю, слышали вы эту историю раньше или нет, но когда становилось темно, Прабхупада один подметал двор Радха Дамодара храма. And while he was sweeping, he would be crying.
Hey Gurudev, hey Rup, hey Sanatan, please give me your mercy. И когда он подметал этот пол, он взывал, он плакал, он говорил: «Hey, Gurudev, hey Rup, hey Sanatan, hey Rupa, hey Sanatana, please give me your mercy. Пожалуйста, дайте мне свою милость». So no one was there, no one was seeing, but there was a man who lived next door. Этого никто не видел, никто не мог видеть, но у него был сосед. His name was Sri Dayananda Das Babaji. Его звали Шри Даянанда Дас Бабаджи. And every night when he would be falling asleep, he would hear some crying И somewhere. каждый вечер, когда он засыпал, он слышал какой-то плач. But he was где-то. falling asleep and he would just fall asleep. Но он просто продолжал засыпать, засыпал. But then one night, it was the full moon night, and the moon was very bright, and he was awake, and he thought, let me go to find out who is this person who's crying so Но much. однажды ночью была полная луна, и все было наполнено лунным светом. И тогда этот Бабаджи решил пойти и выяснить, кто же там плачет. So he lived next to the Radha Damodar temple, so he climbed up on the roof, and he was looking into the courtyard of the Radha Damodar temple. Этот Бабаджи жил прямо за стенами Радха-Дамодара храма, поэтому он перелез через стену и начал смотреть, кто же там плачет. So he was very amazed to see the great scholar, eminent scholar, who all the big men of Vrindavan were coming to visit this Bhaktivedanta Swami, very learned scholar. He was out sweeping at night, midnight. И он был поражен тем, что этот великий, эрудированный ученый, к которому со всего Вриндавана приходят люди, чтобы получить совета, подметает пол и плачет. And he was so shocked to see this eminent scholar, Bhaktivedanta Swami, sweeping and crying in the dead of night where no one could see. Он был поражен тем, что этот прославленный ученый Бхактивиданта Свами подметает пол и плачет ночью в храме, где его никто не может увидеть. So this is a beautiful mood of seva. Это удивительное настроение севы. Not that you only come in the middle of the night, but there's always something to do around a temple, right? Не обязательно выполнять его где-то посреди ночи. Всегда в храме можно найти служение. You know, share Krishna consciousness, tell someone about Krishna, give them a book about Krishna. There's so much seva you can do, right? Поделитесь сознанием Кришны, расскажите кому-то о Кришне, прочитайте ему о Кришне. Столько служения. So that's sadhusanga, sadhana, seva. Садхусанга, садана, сева. So then the fourth one is sadachar. И четвертое садачар. That means the character that you take out into the world. Это значит то, как вы себя ведете во внешнем мире. So if we've been hearing nicely, если мы слышим хорошие, правильные вещи, if we've been serving nicely, если мы выполняем прекрасное служение, if we've been associating with devotees in proper consciousness, если мы общаемся с преданными в правильном сознании, then there should be a shift in our consciousness. то в нашем сознании должен произойти сдвиг, изменение. So that when you meet people who don't know about Krishna consciousness, поэтому, когда мы встречаемся с людьми, которые не знают о сознании Кришны, they see, what is it about you people? There's something very special. Они пытаются увидеть, что особенного у вас есть. You know, so that should be evident, self-evident, visible to the world. Это должно быть самопроявленным, это должно быть заметным для внешнего мира. Right? Так okay. ведь? So that's a little bit about building character within that internal community. И это мы поговорили немножко о выстраивании своего характера, о выстраивании внутреннего сообщества. So what about our immediate community between ourselves? What about that? Что же говорить о непосредственном нашем сообществе, в котором присутствуем мы, разные люди? So Rupa Goswami, in his Nectar of Instruction, he gives 6 indications, he gives 6 instructions about building community within us. И в Нектаре наставлений Рупа Госвами дает нам 6 способов выстраивать отношения в обществе между нами. Does anyone know what I'm referring to, what I'm talking about? Кто-нибудь знает, о чем я говорю? 6 loving exchanges, любовных обменов. Not you, Maharaj. Нет, Махарадж нет. Кто-то другой. How about open your heart
Reveal your heart and listen. Okay, so open your heart confidentially. Да. Find someone you can be vulnerable with. You can really, in an intimate way, reveal your heart and mind. Prabhu, you're my best friend. Tell me what I'm doing wrong. I'm trying to advance in Krishna consciousness. What am I doing wrong? Find someone who can lovingly tell you, well, you know, it would help if you got up before 10 o'clock in the morning. You know, something. То есть, например, поверять о сокровенном. Вы должны найти человека, с которым вы можете позволить себе открыться, быть ранимым с ним. Вы можете ему сказать, что же мне делать для своего сознания Кришны, как стать лучше. И он может вам сказать, ну ты знаешь, наверное, все-таки нужно, может быть, вставать в 4 утра. So this is intimacy, right? Вот это близость. This is the opposite of isolation. Это противоположность изоляции. If you feel like you're isolated, find someone who you know cares about you and reveal your mind. Hear them reveal their mind. Make a time once a week when you can read Srimad Bhagavatam together or something. Если вы чувствуете себя изолированным, отделенным, одиночество, найдите такого человека, который к вам неравнодушен, и общайтесь с ним. Выделите на неделе время для того, чтобы пообщаться, почитать вместе Бхагаватам. Okay, so that's 2. What about 2 more? Это 2 названы, еще 2. Give presents and accept presents. Yeah, lovingly, right? Да, с любовью, да? Give something that someone would really love. Подарить что-то, что действительно понравится человеку. And accept a loving gift. And there's 2 more? И также принимать подарки, подаренные с любовью. И еще 2. Prashad. Where's Rasalila? А где Расалила? She told me the first day she came to Krishna consciousness was Janmastami, and the first thing she heard about was the importance of prasad. Она рассказала мне, что она пришла в сознание Кришны на Джанмаштами, и первое, о чем она услышала, это важность прасада. So, yeah, to offer prasad to someone, to receive. Да, предлагать кому-то прасад и принимать прасад. 6 loving exchanges, right? And you may be surprised to know, but in the purport to Nectar of Instruction, 6 любовных обменов, и вы, возможно, удивитесь, но в комментарии Prabhupada says this is the whole purpose of why he started the Krishna consciousness movement. Прабхупада пишет, что это основная цель, почему он начал движение сознания Кришны. So that people in Russia, people in America, people in Europe, people in South America would not be isolated. Для того, чтобы люди в России, в Америке, в других местах не были изолированы друг от друга. So they would have a forum for exchanging these 6 loving exchanges with devotees. Чтобы у них было место, где они смогут производить эти любовные обмены вместе с другими преданными. And in that way advance in Krishna consciousness. И таким образом продвигаться в сознании Кришны. So then, it's 4 o'clock. Can I go a little bit over? Сейчас уже 4 часа, можно мне продолжать? Yadubar is supposed to be next. Is he here? Разве следующий не Ядубара Прабху? Where? Okay, so I'll speak a little bit more. Okay, so Хорошо, я then, еще немного поговорю. so then there's 4 principles that about community building that your Guru Maharaj Bhakti Tirtha Maharaj taught. И есть еще 4 принципа, о которых говорил мой духовный учитель, в смысле мой, Бхакти Тиртха Свами. So we're on the topic of building community between ourselves and our immediate others. Мы сейчас говорим о втором уровне, о выстраивании отношений сообщества, в сообществе между собой и другими людьми. So he had 4 principles. I'm going to see if I can remember them. Maybe you can help me. The first one is treat everyone you interact with the way you treat the person that you love the most. И он говорил о 4 принципах. Первый: обращайтесь с другим преданным так же, как вы обращались бы с человеком, которого вы любите больше всего. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? Like when your Guru Maharaj comes, everyone's running around, you know. Потому что когда Гуру Махарадж приезжает, все вокруг него бегают, так? What if we treated the newest person to come to the temple that way? А что если бы мы именно так же обращались с человеком, который первый раз заходит в храм? What if you treated your non-devotee mother or even your kids that way? А что если бы вы обращались со своей мамой, которая является непреданной, или со своими детьми таким образом?
How world-changing that would be, right? Насколько бы все мы изменились, правильно? Okay, and then the third one is, in any interaction, try to see that perhaps it might be, if there's any problem in any human interaction, try to see that perhaps it might be your fault. Третьим принципом является то, что в любой проблеме, которая возникает в общении, прежде всего постарайтесь увидеть свою вину. Right? How powerful is that? The power of an apology. Согласитесь, нельзя переоценивать могущество извинения, да? Right. Or if you feel like you notice someone is discouraged in the temple, you can appreciate them. Или если вы видите, что кто-то теряет энтузиазм, он находится в храме, вы можете похвалить этого человека, вдохновить его как-то. Like sometimes someone has been cooking the Raj Bhog offering for the deities in a temple for 25 years. Например, какой-то преданный уже 25 лет в храме готовит раджабхогу для божеств. But no one appreciates them, only they say, "Oh, today you put sugar instead of salt." Но им никто не говорит добрых слов, не хвалит. Вместо этого они лишь слышат: ты что-то сегодня сахар вместо соли положил, или наоборот. So try to see how we can apologize if there's a problem, or how we can appreciate. Пожалуйста, найдите, увидьте это, как можно извиниться, если есть проблема какая-то, или как можно похвалить, вдохновить человека. Okay, and then the fourth one is. И четвертый принцип. This one is very powerful. Это очень мощный, могущественный That принцип. try to understand that the people who are in your life, who surround you in your life, are probably going to be the ones who will be there with you at the time of death. Попробуйте осознать, что те люди, которые окружают вас сейчас, скорее всего, будут вокруг вас в момент, когда вы будете оставлять тело. You know, if you look around the room, these are going to be the ones who are going to be there to help you remember Krishna at the time of death. Посмотрите по сторонам. Вокруг вас те люди, которые будут находиться с вами в момент, когда вы будете оставлять тело, чтобы помочь вам помнить о Кришне. These are going to be the ones who will bring Jagannath's garland, bring the Ganges water, help you say Krishna's name. И это будут те люди, которые принесут вам гирлянду от Джаганатхи, воду из Ганги, и которые будут говорить вам: повторяй Харе Кришна, повторяй Харе Кришна. So how are you going to treat them, knowing how dear they are to you? Как вы будете общаться с этими людьми, если вы просто осознаете, насколько они вам дороги? Okay. So now we'll move on to the last part before I ask И Yadubara сейчас Prabhu to мы come. перейдем к последней части, прежде чем я приглашу Ядубару Прабху. Okay, so the last part is, how do we act in the world as a global citizen? И третья часть, если вы помните, это было, как мы проявляем себя во внешнем мире, как гражданин мира. So I mentioned before the idea of sadachar, that our character should be so luminous. И прежде я упоминала идею садачара, то, что наш характер должен быть лучезарным. That your parents should see, wow, since you became a devotee, you've become a nicer person. Ваши родители должны замечать, с тех пор, как ты стал преданным, ты стал более хорошим человеком. Or at the place where you work, the people should see, wow, you're the most dedicated of На all the вашей people. работе вам должны говорить: ты самый усердный человек. So this idea of going into the world as a global citizen, I think, has two components. Поэтому у этой идеи быть представителем, быть гражданином мира есть две составляющие. And the first one I would say is a concept from Bhagavad Gita, 5th chapter. Первое – это концепция из Бхагавад-гиты, 5 глава. The idea of samadarshana, seeing equally, seeing the spirit soul present in all living beings. Идея самадаршана – видеть всех на одном уровне, как духовную душу, которая присутствует в теле. Seeing that the same sacred soul that's within me is within every living being, the animals, the plants, the earth, people from all cultures. Видеть, что та духовная частичка, которая находится внутри меня, также находится во всех живых существах, животных, растениях вокруг. This is what Krishna defines as a learned person sees like this. Кришна так дает определение тому, как ученый человек видит вещи. And imagine how this would shift the consciousness in the world if people were
seeing like this and acting like И this. представьте, как сильно это бы изменило, какой сдвиг в сознании мира это бы произвело, если бы люди видели других как духовные частицы. And then the second one, this is we're talking about being a citizen of the world, a global citizen. So the second one is icha. This is given in Bhagavad Gita. Our own desire that I am response able. I am able to respond in any way I choose. И вторая часть – это ича, это также концепция из Бхагавад-гиты. В английском языке это слово response able, которое означает «я способен реагировать». То есть я определяю, как я реагирую. That nobody can force me to do anything, but I have my own choice how I'm going to respond to any stimulus. Никто не может заставить меня ничто сделать. Я сам выбираю, как я реагирую. Did any of you ever hear of Viktor Frankl? Кто-нибудь из вас слышал о Викторе Франкле? He was a psychiatrist, a Jewish psychiatrist who was put into a concentration camp during World War II. Он был психологом еврейского происхождения, который был помещен в концентрационный лагерь во время Второй мировой войны. And he was observing what he was seeing around himself, planning to teach to his students afterwards. И он наблюдал за всем тем, что происходило вокруг него, планируя поделиться этим со своими студентами после. So he writes that this is the last of the human freedoms that I can choose how I'm going to respond to any given stimuli. И он пишет о том, что это последний выбор, последняя свободная воля человека, которую мне оставили, выбирать то, как я могу реагировать на то или иное. And he gives an amazing example. He says that in the concentration camp there were men, probably women also, he was with the men. И он приводит удивительный пример. Он говорит, в этом концентрационном лагере были мужчины, но, скорее всего, там были и женщины. And he says that, of course, they were few and far between. There were not so many. И, конечно же, их было гораздо меньше. But you could observe some of these men who are obviously themselves starving. Но вы видели, как некоторые из мужчин, которые сами голодали, but they would give their last piece of bread но они отдавали последний кусок хлеба to another man who was starving. Другому человеку, который тоже голодал. So this kind of consciousness, it is possible, it can't be denied. Вот такой уровень сознания, он возможен, и нельзя говорить, что это невозможно. So these two principles to carry out into the world, Samadarshanam, seeing with equal vision, and that I'm always able to choose my response. Эти два принципа того, как быть гражданином мира, первый самадаршаном, видеть в каждом духовную душу, и второй ича, то есть я выбираю то, как я реагирую. So those are a few thoughts on building community within myself, all the different voices, building community among my immediate friends and colleagues and devotees, and building community in the greater world. Вот это были мои некоторые мысли по теме того, как выстраивать отношения в сообществе, внутреннем сообществе, чтобы сделать нестройный хор голосов единым голосом, как выстроить отношения с окружающими меня людьми, в обществе, в котором я нахожусь, и также как быть гражданином мира, то есть быть членом глобального сообщества. Thank you very much. Большое спасибо. So I don't know if we should have questions or let Yadubar speak. Maybe we can have questions at the end. Даже не знаю, нам сейчас предоставить слово Ядубаре Прабу или вопросы можно, наверное, отложить на потом, да? What should we do? Как вы думаете, как нам поступить? Questions? Вопросы? Better questions now. Questions now. I know that, when we speak in the U.S., знаете, когда в США мы говорим что-то, we have a lady temple president in Washington, D.C. В Вашингтоне, D.C. у нас президент храма одна леди. And she says, you have 15 minutes, 20 minutes to speak maximum. И она всегда говорит так, 15-20 минут выступаем, говорим. She says, if you can't say it in 15 or 20 minutes, you can't say it.
Если вы не можете уложиться сказать это за 15-20 минут, значит, у вас вообще не получится это сказать. But I noticed the last time I was in Russia that in Russia everyone is much more philosophical. Но я заметила в свой последний приезд, прошлый в Россию, что в России все более философско настроены. I was at a big festival with 3,000 people and it looked like they were all teenagers and they were all listening for at least an hour. На большом фестивале 3000 преданных слушают меня, и у каждого выражение лица восторженного подростка, готового слушать часами. So, I'm sorry it talked so long, but thank you for listening. Простите меня, что я так долго говорю. If you have any questions before. Если у вас есть какие-то вопросы. Yes. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Один из подпунктов, которые вы называли, это то, что можно научиться реагировать по-другому. Как этому можно учиться? Yeah, so Krishna says, Krishna talks about controlling the mind and he talks about practice and determination. Кришна говорит о контроле ума, практике и решимости. And I would add to that, crying to Krishna to help you, because again, Krishna is in the heart, helping us, reminding us, waiting to see what we want to be reminded about. So if we want to learn to control our reactions, cry to Krishna. И я бы добавила к этому: взывайте к Кришне, плачьте. Если Кришна в нашем сердце, Он ждет, Он хочет увидеть, какие наши желания. Поэтому нам нужно молиться, взывать, практиковать. And practice, determination, and asking Krishna for His help. Практика, решимость и мольба Кришне о помощи. When, I don't know if this happens in Moscow, but in New York City, sometimes you see someone riding a bicycle and they hold onto the back of a truck. Знаете, не знаю, бывает такое в Москве или нет, но в Нью-Йорке вы можете видеть, велосипедист хватается за грузовик впереди едущий. So all of a sudden the bicycle that's only going 10 miles per hour is now going 30 or 40 miles И до этого велосипед, который ехал со скоростью 10 миль в час, начинает ехать 30 миль в час. So again, I would respond by saying, Krishna is just sitting in our hearts, waiting to see what is it that you desire. And if you tell him that I so badly react whenever someone does this or that, whenever my children act out, or whenever my husband does something, whenever the temple president asks me to do something, you know, whatever it is, I just react in such from my lower self. Please help me, help me, help me. And then practice. You know, if you see in particular situation, like maybe you notice in yourself that every time someone asks you to do service, you say, no, do it yourself. И вы просто в сердце, вы просите Кришну, вы ему жалуетесь, вы говорите: я так плохо реагирую в разных ситуациях, у меня не получается. И если вы искренне молитесь об этом, то тогда Кришна поможет вам. И также еще практика должна быть. Practice. Maybe try, if you see that there's a certain sanskar, you know the word sanskar, a certain groove in which your mind works. И если есть у вас, вы видите определенная самскара, вы знаете, да, слово самскара? Это определенная тенденция, определенный способ ваших действий. Whenever I get in this situation number X. И каждый раз, когда я попадаю в эту ситуацию, я начинаю действовать определенным. I always react like this. Я всегда реагирую определенным способом. So maybe try to, in a proactive way, change that sanskar. Попробуйте быть проактивным, попробуйте изменить эту самскару. And also ask devotees for help. You know, if you have devotee friends that you trust. You know? И также просите преданных помочь вам, если у вас есть преданные, которым вы доверяете. Ask devotees for help, devotees who care about you. Попросите помощи у тех преданных, которые заботятся о вас, которым вы не безразличны. And ask them to help you change that
change that way of reacting. Попросите их помочь вам изменить эту вашу тенденцию реагировать определенным способом. If you see me doing it again, tell me, because sometimes I don't see it. Если ты видишь, что я опять так реагирую, пожалуйста, скажи мне, потому что я этого даже не замечаю. And then you have an opportunity to be vulnerable, to be humble, to ask for forgiveness. Thank you so much. I'm so sorry. I always bite your head off when you ask me to make a garland or whatever it is. И тогда вы получаете возможность воспользоваться этой ситуацией, чтобы позволить себе быть ранимой, позволить себе извиниться за ситуацию. Пожалуйста, прости меня. Каждый раз, когда ты просишь меня сделать гирлянду, я вообще как-то неадекватно реагирую. Is that helpful? Я ответила на ваш вопрос. Okay. Any other questions? Еще другие вопросы? Thank you. Харе Кришна, большое спасибо вам. Вы знаете, мне очень тронуло ваш рассказ, что вы начали про христианство. Я читала эту книгу, «Записки странника» называется. И принцип христианства — возлюби ближнего как самого себя. И вы знаете, я пытаюсь реализовать вот эту любовь к ближнему. И мне такая тема затронула молодежь. В век Кали-юги рождается женщина, теряет благочестие, неблагочестивое потомство. И я вижу, что дети занимаются неправедными делами и совершенно заняты не теми вещами, они брошены и жестокосердечные, агрессивные, безразличные и лживые. И я вижу, что это провальное, как сказать, поколение, и я пытаюсь найти к ним ключик. Единственное, что, на мой взгляд, это дать им любовь, потому что как раз любви не хватает всем. Вы знаете, очень трудно бывает подойти и к ребенку с любовью. Кто-то отзывается сразу, а кто-то высокомерен и агрессивен. И я иногда бываю в затруднении, как себя повести в данной ситуации. Имею ли я право сказать что-нибудь о Господе? Потому что родители, очевидно, атеисты. Единственное, что я им могу, это дать собственный пример и доброжелательность и любовь. Может быть, что-нибудь вы посоветуете? Спасибо. Okay, thank you. You know, I don't know if any of you know, my son is Gauravani. He's a kirtan singer. Have any of you ever? Возможно, вы знаете, что мой сын это Гауравани, киртания. So when he was growing up, he was a typical, very arrogant young man. Когда он рос, он был типичным, высоковерным молодым человеком. And my husband used to say to me, Anuttama Prabhu used to say to me, when there are two people in a conversation, one is speaking and one is listening. И Ануттама Прабху, он мне всегда говорил, знаешь, в разговоре всегда два человека, один говорит, другой слушает. He said, who is controlling the conversation, the person who is speaking or the person who is listening? И он задавал вопрос, кто контролирует разговор, тот, кто говорит, или тот, кто слушает? What do you think? Как вы думаете? The one who listens. The one who's listening, right? Да, да, тот, кто слушает. Because typically the mother can be saying all these millions of things. Потому что мама может говорить миллион вещей, да? If the teenager or if the adult or whoever has their ear holes closed. Но если подросток или взрослый, кто угодно, просто затыкает при этом уши, then nothing is going in, right?
то ничто, звук не заходит внутрь, да, не услышан. So we have the example of Sri Chaitanya Mahaprabhu and also Srila Prabhupada. У нас есть пример Шри Чайтаньи Махапрабху и Прабхупады. Lord Chaitanya was always trying to think of creative ways to catch the ones who were running away from Krishna. Господь Чайтанья всегда пытался найти какие-то необычные способы, как привлечь тех, кто убегает от Кришны. The Mayavadi impersonalists like Prakashananda Saraswati. Таких майявади имперсоналистов, как Пракашананда Сарасвати. The arrogant student community. Все те высокомерные студенты, с которых он встречал. So always trying to think of creative ways to engage those people who were running away from Krishna. Поэтому, пожалуйста, всегда ищите какой-то креативный, необычный подход к тому, как удержать людей, которые убегают от Кришны. Sometimes Prabhupada would try something, and if it wasn't working, he would give it up and try something else. Иногда Прабхупада пробовал что-то, это не работало, тогда он это оставлял и пробовал что-то другое. So I think it's up to us to try to find creative ways to make those higher sentiments appeal to people, right? Поэтому это в наших руках сделать попытку найти какие-то новые, необычные способы достучаться до этих людей. And also there's a very key instruction given by, I believe it's Prabhupada Saraswati. И есть замечательное наставление, которое дал, как мне кажется, Прабхупада Сарасвати. So rather than saying, you're so bad, you're so arrogant, you're so puffed up, you're such a loser. Вместо того, чтобы ругать человека и говорить ему: ты такой плохой, ты такой высокомерный, ты слишком много о себе думаешь, ты вообще неудачник. He had an opposite technique. Он предлагал технику наоборот. He said, you are very intelligent, you are very learned. Ты такой умный, ты так много знаешь. You have so many great qualities, virtuous qualities. У тебя так много хороших качеств. But just for 1 minute. Просто на минутку. Just please put that aside for 1 second and try to consider the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Просто отложи это в сторону на минутку и подумай о милости Шри Чайтаньи Махапрабху. So hammering on the negativity is never going to be successful. Если вы будете постоянно упрекать человека и обвинять его, это ни к чему хорошему не приведет. I remember once many years ago, Yadubara Prabhu's mother was saying to me. Я помню, много лет назад мама Ядубара Прабху говорила мне. She was saying that society has been saying that the youth is going to the dogs since the time of the Romans. Общество считает, что молодежь, как бы сказать, воспитание молодежи летит в тартарары еще со времен Рима. So we should try to think of creative ways to engage the teenagers, engage the scholars, engage the Orthodox Church, engage whoever is in our world, you know. Invite them, make friends with them, show them these are wonderful people. Нам нужно найти новые творческие способы, как привлечь ученых, которые в нашем мире, как привлечь христиан, которые в нашем мире, как детей привлечь. Make friends with someone in the government, make friends with someone in the church, make friends with your mother-in-law, make friends with your teenager. Как подружиться с ними? Подружитесь с кем-то, кто работает в администрации, подружитесь с кем-то, кто работает в церкви, подружитесь с кем-то, кто работает в школе с подростками. And making friends goes back to that instruction of Prabhupada Saraswati. First of all, appreciate their qualities. И подружиться, это опять вспомним наставление Прабхупады Сарасвати, значит прежде всего оценить качество этого человека. And then their ear holes open. И тогда их уши раскрываются. This is someone who appreciates me. Наконец-то кто-то, кто меня понимает, ценит. И вы тогда уже делаете инъекцию сознания Кришны. Большое спасибо. Я передаю микрофон моему возвышенному духовному брату. Давайте поблагодарим матаджи Рукмини за общение замечательное. Харибол. Харибол. А сейчас мы поприветствуем замечательного преданного, это Ядубара Прабху. Пожалуйста.
Ядубара Прабху – это легендарная личность, я думаю, многие из вас знают его. Это личный фотограф вот, Шрилы Прабхупады. И они вместе со своей супругой Вишакхой Давидаси, они всегда снимали Шрилы Прабхупады. И он автор многих фильмов о Шриле Прабхупаде, начиная от «Ваш вечный доброжелатель» и заканчивая, недавно фильм был, премьера фильма была, я точно не помню, как его демонстрировали. Вот. И к тому же Ядубара Прабху замечательный киртания. И сегодня, я думаю, нам удастся поучаствовать в его киртане. И он, наверное, хочет сначала провести киртан, и потом, наверное, что-то он расскажет о Шриле Прабхупаде, о его общении со Шрилой Прабхупадой. Давайте прославим его. Ариба! We can face this way. We can face this way for the deity curtains open? No. For a while, not. Yeah, for another 20 minutes. Okay. They're not playing. Hare Krishna. Can you translate a few words, Mataji? Well, thank you very much for coming to the Moscow Mandir. Большое спасибо за то, что вы пришли в московский мандир. You have been very patiently sitting and listening for 2 hours. Вы здесь уже так терпеливо сидите и слушаете 2 часа. So I was invited to speak, but I thought we'd have kirtan before. Мне предложили выступить, но я думаю, что перед этим лучше провести киртан. So everybody is welcome to stand up and stretch. Пожалуйста, я предлагаю вам встать, потянуться. And even dance. Можно потанцевать. Prabhu Nityananda
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Jagannath Baladev Subhadra ki, Jagannath Baladev Subhadra ki, Jagannath Subhadra Balarama ki, Tagore Premananda. I think. Huh? To speak. Speak something. Ma Om Vishnu Badaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Paskitare Satarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you all again for such amazing response in the chanting.
Спасибо вам всем за такой удивительный ответ при воспевании святого имени. So much enthusiasm. Столько энтузиазма. So I'll speak a little bit about Srila Prabhupada. Я немного поговорю о Шриле Прабхупаде. I was always very, very curious, and when I first came to Krishna consciousness, to find out how the devotees joined this movement. Я всегда был очень любопытным, и когда я впервые встретился с движением сознания Кришны, мне было интересно, как люди к нему присоединяются. Because it was such a strange sight in America. Потому что это настолько странно выглядело в Америке тех дней. I first saw the devotees coming out of the induction center in downtown Los Angeles. Induction center means they take you into the army, and that time send you to Vietnam. Я впервые увидел преданных, когда они выходили из призывного пункта в Лос-Анджелесе. В то время призывной пункт означал, что вас посылают во Вьетнам. So I had just spent 3 years in the Peace Corps, not the War Corps, but the Peace Corps in Malaysia. I just got back, and they wanted to send me overseas. К тому моменту я провел 3 года не в армии, а как бы на мирной службе, то есть мирный корпус, в мирном корпусе. И я только что вернулся из путешествия, и меня собирались отправить еще раз за границу по службе. So in our Peace Corps training program, we had a psychiatrist, and he was telling us how to exist nicely and peacefully in foreign countries, foreign cultures. В нашем мирном корпусе у нас часть нашего образования была в том, что мы общались с психологом, и он учил нас, как мы можем мирно сосуществовать с другими людьми в иностранных культурах. So he was sympathetic to my plight, and he wrote me a letter saying that I was psychologically unfit for combat. И он был ко мне хорошо расположен, и он написал мне письмо, в котором говорилось, что я психологически не готов к участию в битвах. Which was true. И это было действительно так. I didn't want to go again overseas, and in a very nearby country where I was stationed, to kill the native people. That's crazy. И я не хотел отправляться за границу и участвовать там в военных действиях. So here I have this note in my hand approaching the man who's going to either send me out the door or send me to Vietnam. He looked at the letter and he said, "Oh, you've been in the Peace Corps." И вот я пришел в призывной пункт, и у меня была реальная перспектива быть отправленным во Вьетнам. И тот человек, который проводил интервью со мной, он сказал: "О, ты участвовал в мирном корпусе." He said, "You can go home." Он сказал: "Ты можешь отправляться домой." And at that point, I walked out the door, and the first thing I saw was a Harinam party, and the first thing I heard was the Hare Krishna mantra. И вот в этот момент я вышел из дверей призывного пункта, и тут я увидел Харинаму и услышал киртан, который вели преданные. So I think that was quite prophetic, because he said you can go home, and all of a sudden here's the mantra. И мне показалось, что это достаточно выглядело как такое предсказание, потому что этот человек сказал мне: "Ты можешь идти домой", и вот я вышел из дверей и увидел и услышал мантру, и это было как бы возвращение домой. I went to graduate school in photography and decided to do my graduate thesis on the origins of Krishna consciousness in India. Я обучался фотографии в университете, и я решил свою выпускную работу посвятить происхождению движения Хари Кришна в Индии. Because I had
my first professional assignment was to cover the Hare Krishna movement in New York City as a photographer. Потому что мое первое профессиональное задание состояло в том, что меня поручили как фотографу сделать репортаж о Харе Кришне в Нью-Йорке. And at that time I was when I went to live with the devotees to do that article, I was very attracted automatically to Krishna consciousness. И для того, чтобы сделать это, выполнить это задание, я должен был жить с преданными какое-то время в Нью-Йорке, и они меня очень привлекли. My girlfriend at the time, Jean, she was just the opposite. She came with me to do the writing of the article. Моя супруга, которая в то время была моей девушкой, ее тогда звали Джин, она поехала со мной выполнять это задание, и ее работа состояла в том, чтобы написать статью. She was an atheist, and she even preached to her friends the atheistic philosophy. Она была атеистом, и она даже проповедовала своим друзьям атеистическую философию. She was a very good preacher. Она была очень хорошим проповедником. So anyway, she later became my dear wife, Vishaka Devi. И позже она стала моей дорогой супругой Вишакхой Деви. But in the beginning, yes, she was hardcore atheist. Но вначале она была такой жесткой атеисткой. Her transformation is actually discussed very thoroughly in her book, 5 years, 11 months, in a lifetime of unexpected love. Свое преображение она подробно описала в своей книге, которая называется «5 лет, 11 месяцев. Удивительное путешествие к любви». So I had another professional assignment. My second professional assignment was to cover the Hare Krishna movement for another magazine article in Los Angeles. И у меня было еще одно профессиональное задание. Оно состояло в том, чтобы сделать фотографии Харе Кришны в Лос-Анджелесе. So those are my first 2 professional assignments and my last 2. Это были мои первые 2 профессиональных задания, и также они стали последними 2 профессиональными заданиями. Because just after that I went to India to meet Prabhupada, because I wanted to do again a master's thesis on the origins of Krishna consciousness in India. Потому что после этого я поехал в Индию, чтобы познакомиться с Прабхупадой, потому что я хотел написать свою работу по окончании института, курсовую или как это называется, по движению Харе Кришны в Индии. So this was about 8 months later after I had done those articles. I arrived in India. То есть через 8 месяцев после того, как я сделал вот эти статьи, эти фоторепортажи, я прибыл в Индию. And I had an address of a man who had hosted Prabhupada and his devotees, but he said, "I'm sorry, Prabhupada has just left. He's gone to Surat." He's gone to where? Surat, Gujarat. И у меня был адрес человека, у которого остановился Шрила Прабхупада вместе с преданными, но этот человек сказал мне, мне очень жаль, но Прабхупада только что уехал в город Сурат. So he put me on a train that afternoon. I didn't have an address in Surat. I thought Surat was a little village. I didn't know what it was. И он посадил меня на поезд, у меня не было адреса в Сурате, я не знал, что такое Сурат, я думал, что это небольшая деревня. So I arrived at the train station and many rickshawwalas immediately came up to me. И я прибыл в Сурат на станцию, и ко мне сразу подбежали несколько рикшавал. But I had no address. Но у меня не было адреса. So I said, American Hare Krishna. Но у меня не было адреса, и поэтому я сказал, мне нужны американские Харе Кришна. And they said, get in. И он сказал, садись. Everybody knew where the devotees were. Все знали, где остановились преданные. Prabhupada's formula had worked immediately upon bringing his American and European disciples back to India. Формула Прабхупады сработала моментально, как только он привез своих американских и европейских учеников в Индию. Prabhupada's
early preaching in India apparently didn't have a lot of success in terms of people coming. Когда Прабхупада сперва пробовал проповедовать в Индии до поездки на Запад, то у него не было такого успеха вот, в проповедническом плане. So one of his strategies in preaching Krishna consciousness was to come to the West, make American European disciples, and then bring them back to India, because the Indians were very fond of imitating the West. They would also become devotees. И поэтому одной из его стратегий стало то, что он решил поехать на Запад, чтобы сделать там, чтобы у него появились там американские и европейские ученики, и потом привести их обратно в Индию, потому что индийцы очень с большим благоговением взирали на все западное, они хотели имитировать западный образ жизни. So I was taken to this address, and I didn't see anybody around. I knocked on the door, and the person who answered the door was the New York Temple president, who was the first person I met in New York. И меня отвезли по этому адресу, я никого там не увидел, я постучал в дверь, и человек, который открыл мне дверь, это был президент Нью-Йоркского храма, это был тот самый преданный, которого я и в Нью-Йорке самым первым встретил. So I was shocked to see him, and he was more shocked to see me. И я был шокирован, увидев его, а он был еще более шокирован, увидев меня. I told him what I was doing, and he said, "Please come in. I'll take you to Prabhupada." Я рассказал ему о своем проекте, и он сказал: "Пожалуйста, заходи, я отведу тебя к Прабхупаде." So Prabhupada, I was introduced to Srila Prabhupada, and I gave him the magazine article that I had done. Меня представили Шриле Прабхупаде, и я дал ему свою статью посмотреть. It was a magazine called Earth Magazine. Это был журнал под названием Earth Magazine. And it was somewhat kind of a hippie-oriented magazine. И это был такой журнал для хиппи, вот для такой аудитории. And unfortunately, there were some scantily clad ladies pictured in the magazine, and Prabhupada was going through page by page. There were some ladies. Some nudity. И там, к сожалению, в этом журнале были фотографии, было несколько фотографий не совсем одетых женщин, и Прабхупада, он листал этот журнал и его внимательно страницу за страницей он просматривал. So we've had that experience of Prabhupada. If you show him something like a BTG article or something, he'd be very meticulous. He'd go page by page and look at everything. И из этого я понял, что когда мы что-то показывали Прабхупаде, надо было заранее продумать, потому что он очень внимательно все рассматривал, он как бы страницу за страницей очень аккуратно, прилежно переворачивал. So when I gave it to him, I had opened to the article, hoping he would just look at the article. И когда я дал ему журнал, то я открыл его на своей статье в надежде, что он посмотрит только на ту статью, которую я показываю. Anyway, he analyzed the entire magazine. Но он проанализировал весь журнал. And he said, yes, even in a dirty place, we should try to find gold. И он сказал, да, даже в грязном месте мы должны пытаться найти золото. So the gold was the article on Krishna consciousness. И в данном случае золотом была статья о сознании Кришны. So then Prabhupada turned to me and he said something extraordinary. He said, "Are you going to become a devotee?" И затем Прабхупада повернулся ко мне, и он сказал что-то необычное. Он сказал, ты собираешься стать преданным? And I was just off the streets, I was, a karmi off the streets. А я только что я был как бы карми с улицы. Mustache, long hair, Levi's. У меня были усы, длинные волосы, я был одет в джинсы Levi's. A crow amongst swans. Я был вороной среди лебедей. So I said, I don't think so, Srila Prabhupada. И я сказал, я не думаю, Шрила Прабхупада. Я так, не думаю, что встану.
And then he said something really, really extraordinary. He said, then you cannot stay. И тогда он сказал что-то еще более удивительное. Он сказал, тогда ты не можешь здесь остаться. What to do? Что делать? 10,000 miles from home. 10 тысяч миль от дома. So anyway, I spent the night in the house. Ну, в любом случае, я переночевал в этом доме. And when I got up in the morning, nobody said anything. И когда я встал с утра, то никто ничего не сказал. There were no messages from Prabhupada. Не было никаких посланий от Прабхупады. And I stayed for 2 months. И я остался на 2 месяца. So this is how, this is Prabhupada's mercy. Это милость Прабхупады. That he could see within he could see your heart, he could see your mind, he could see the soul. Он мог видеть ваше сердце, ваш ум, вашу душу. And he knew everything. И он все знал. Also, he knew that I had some little appreciation for Krishna consciousness. И он также знал, что у меня была какая-то симпатия к сознанию Кришны. So he very kindly allowed me to stay for that time. И он очень милостиво разрешил мне остаться на это время. Actually, Srila Prabhupada would sometimes speak for the short term, and also sometimes speak for the long term. Иногда Шрила Прабхупада делал какие-то высказывания на короткий срок, и когда-то он говорил о более длинном сроке. So in this case, he wasn't just telling me to leave. It was actually a lesson. If we don't become devotees, then we can't stay in the association of devotees. In the association of who? Devotees? If we don't become a devotee ourselves, then we cannot stay in the association of devotees, and actually in real association. То есть здесь вот этим уроком он сказал мне о том, что если мы не станем преданными, то нам не удастся остаться в обществе преданных. Вот это то, что он имел в виду. So if we ourselves are not making progress in the process, then we can't take full advantage, even though we may be in the physical proximity of devotees, we can't take advantage of that association. Если мы сами не делаем прогресса, то мы не сможем извлечь все благо из общества преданных, даже если мы находимся в физической близости к преданным. So after 2 months, we were actually traveled to different places in Gujarat. We also went to Kumbh Mela and spent time. That was an extraordinary time. И вот в течение через 2 месяца или в течение 2 месяцев мы продолжили путешествие. Мы побывали на Кумбха-меле, в том числе. Это был очень удивительный опыт. And Prabhupada asked us to do 3 things at the Kumbh Mela. И на Кумбха-меле Прабхупада просил нас сделать 3 вещи. One was Harinam Sankirtan. Он просил нас проводить Харинама Санкиртану as much as possible throughout the entire Mela. Как можно больше, чтобы мы по всему вот этому фестивалю Мелы ходили и пели. Yeah, it was a huge. Everybody knows Kumbh Mela is very large. There were probably 1 million people at one time. Как все знают, coming and going. Фестиваль Кумбха-мела очень большой. Там одномоментно находится 1 миллион человек. Люди приходят и уходят. So nobody was doing. No other camps were doing Harinam Sankirtan. We were the only ones. И мы были единственные там, кто делал Харинама Санкиртану, то есть никакие другие представители там каких-то религиозных общин не занимались воспеванием. And then Prabhupada asked us to do deity worship also. И Прабхупада также попросил нас совершать поклонение божествам там на Кумбха-меле. Yamuna Devi was there, taking care of deities. Ямуна Деви была там, она заботилась о божествах.
And also distribute profuse prasadam. И также он просил нас распространять много прасада. And that was a very, very difficult time to follow all those instructions and stay healthy and fit and keep going. И было очень трудно следовать всем этим наставлениям и в то же самое время следить за своим здоровьем и быть в хорошей форме и продолжать это делать. I remember Rivati Nandan Das Brahmachari. He was the cook, and it was very difficult even to get wood to start the fire. И там был Реватинандана Дас Брахмачари, и было очень трудно даже достать дрова, чтобы развести огонь. So he had to cook breakfast, lunch, and dinner for the devotees, and also prasadam distribution for thousands. А приходилось готовить завтрак, обед и ужин для преданных, и также заниматься распространением прасада для тысяч человек. He speaks about it in our DVD series following Srila Prabhupada. He speaks about that time, Kumbh Mela. И Реватинандана Прабху говорит об этом в нашем фильме, следуя по стопам Шрилы Прабхупады, он рассказывает об этом опыте. And he said it was the most difficult service he had ever performed, materially or in devotional service. Он говорит, что для него это было самое сложное служение, которое он выполнял в своей жизни, как материально, так и в преданном служении. So one of the things that attracted me to the devotees was their complete dedication to Prabhupada. И одна из вещей, которые привлекли меня в преданных, это было их полное предание Шриле Прабхупаде, их то, что они были так ему преданы. I remember Bhavananda Prabhu preaching to me in the Henry Street Temple, and I'd never met anyone so convinced about anything in my life. Я помню, когда Бхавананда Прабху проповедовал мне, я понимал, что я никогда никого не встречал, кто был бы настолько убежден в том, о чем он говорит. So during this 2 months, my friend Jean was wondering what happened to John. И в течение этих 2 месяцев моя подруга Джин думала, что же произошло с Джоном. And my professors are also wondering when I'm going to come back. А также мои профессора в университете задумывались, когда же я вернусь. So I invited Jean to come to India, and we could do a photographic essay on a Indian village. И я предложил Джин приехать ко мне в Индию, чтобы мы могли вместе сделать работы фотографические по индийским деревням. Actually, that was her idea. Вообще, это была ее идея. My idea was to bring her to India to meet Prabhupada and become attracted to Krishna consciousness. А моя идея была в том, чтобы привести ее в Индию и представить ее Прабхупаде, чтобы она заинтересовалась сознанием Кришны. Because I was thinking if she doesn't become attracted, then that'll probably end the relationship. И я думал, что если она не привлечется сознанием Кришны, то, наверное, наши отношения закончатся. And she was thinking, let me come to India to rescue John. А она думала, дай-ка я поеду в Индию и спасу Джона. Maybe, not exactly, but. Ну, не совсем так, но. So she met Prabhupada in his room in the Akash Ganga building. Она познакомилась с Прабхупадой в Бомбее. Она встретила его там. And she showed him a book she had published. She was only a sophomore in college, but she had already published a book on photography. Хотя она была еще студенткой института, она уже опубликовала книгу по фотографии, и она показала ее Прабхупаде. It was a very well-reviewed, renowned book on macro photography. Это была книга по макрофотографии, она получила хорошие отзывы. So she gave Prabhupada the book, and again he went through. Она дала Прабхупаде книгу, и опять он
точно так же просмотрел каждую страницу. And then he finally said, this is very technical. И он сказал в конце своего просмотра, он сказал, здесь много техники, много технических деталей. There were many pictures, close-up pictures of vegetables and all kinds of things. Там было очень много фотографий крупным планом, там овощей, ну, разных вещей. But there were many mathematical formulas И там было close-up photography. Много математических формул, которые имели отношение к искусству фотографии. So we presented Prabhupada with this idea of going to an Indian village and do a photographic essay, maybe for National Geographic or some big magazine. И мы рассказали Прабхупаде о нашей идее поехать в какую-то индийскую деревню и сделать там серию фотографий, фотографическое эссе для какого-нибудь большого журнала, например, National Geographic или еще какой-нибудь журнал. Because we wanted Prabhupada to guide us. He was Indian, he grew up in India, and he could probably tell us a good place to go. Мы хотели, чтобы Прабхупада нас направил, потому что он был из Индии, он вырос в Индии, и, видимо, он мог нам подсказать хорошее место, куда мы могли бы поехать. So we're waiting in great anticipation for some practical guidance. И мы с большим воодушевлением ожидали какого-то практического руководства от него. And Prabhupada said, finally, wherever you go, you will get your camera stolen and they will cheat you. И в конце концов Прабхупада сказал, куда бы вы ни поехали, у вас украдут ваши камеры и вас обманут. What to do? Что же делать? So anyway, Prabhupada finally said again, he said, best you go to Vrindavan. Ну, в конце концов Прабхупада сказал, лучше всего вам будет поехать во Вриндаван. And that was the perfect instruction, especially for Jean. И это было идеальным наставлением в первую очередь для Джин. Because in Vrindavan she became absorbed in walking around the town and hearing Jai Radhe, Jai Krishna, going to the temples and hearing the widows chant Hare Krishna. Потому что во Вриндаване она погрузилась в постоянное слушание святых имен, она ходила по улице, и люди говорили Джая Раде, она заходила в храмы, и там вдовы пели Харе Кришна. And that's where she became a devotee in Vrindavan. И вот так она стала преданной. We stayed in Vrindavan about a month, and during that time, devotees were coming and going. There was no temple, there was only a rented room. Мы оставались во Вриндаване около месяца, и в то время там не было храма, там была только комната, которую снимали преданные. Yeah, that was in summer of 1971. И это было лето 1971 года. So then Guru Das Prabhu came, and he asked us to go to Calcutta. Prabhupada was coming to Calcutta, and he asked us to do a Vyasa Puja article, magazine for his Vyasa Puja. А затем приехал Гуру Дас, и он попросил нас поехать в Калькутту, потому что Шрила Прабхупада приезжал в Калькутту, и Гуру Дас попросил нас сделать журнал к Vyasa Puja Шрила Прабхупады, или о Vyasa Puja. That was August, so Janmastami was coming up, and many pilgrims were coming into Vrindavan. И это был август, и скоро было Джанмаштами, и по этому случаю много паломников съезжалось во Вриндаван. So I was a bit restless. I wanted to do something practical. И я немного сомневался, мне хотелось сделать что-то практическое. But Jean wanted to stay in Vrindavan because it was festival time. Но Джин хотела остаться во Вриндаване, потому что приближалось время праздника. But I managed to drag her to Calcutta. Но мне удалось затащить ее в Калькутту. And she willingly came.
She what? She willingly came. И она с удовольствием поехала. Because in Calcutta we could actually use our skills in photography and layout for the book, the Asapuja book. Потому что в Калькутте мы могли использовать наши навыки, применить наши навыки, мы могли сделать вот эту книгу, которую нас просили сделать, мы могли ее там профессионально сделать. Living in Calcutta temple was a very challenging, very austere time. Наше проживание в Калькутском храме было достаточно сложным и таким аскетичным временем. Here we were, a bunch of teenagers, and I was actually one of the older devotees in the temple. I was 26. А вот здесь мы были группа тинейджеров, ну хотя я лично был одним из самых старших людей в храме, у меня было 26 лет тогда. So young, immature, not used to the culture. Мы были очень молодыми, мы были незрелыми, и мы ничего не знали об этой культуре. Not used to the food, getting sick. Мы не были привычны к еде, мы заболевали. No car. У нас не было машин. No telephone that worked. We had a telephone, it didn't work. У нас не было работающего телефона, то есть телефон был, но он не работал. And when it did work, you had to dial 10 or 20 times to get through. А когда он работал, то надо было набирать номер 10 или 20 раз, чтобы наконец-то он соединился. That was actually my first service in Calcutta, was to phone life members. И это было мое первое служение в Калькутте. Мне поручили обзванивать пожизненных членов движения. So, if you did get through, you would have to yell on the line to try to be heard, and with the American accent, no one can understand you anyway. И если вам удавалось соединиться с абонентом, то приходилось громко кричать, чтобы вас услышали, но так как у меня был американский акцент, то все равно никто не понимал, что я говорю. Anyway, the saving grace was that Prabhupada is coming. Но нас спасало то, что Прабхупада должен был скоро приехать. So Prabhupada arrived, he knew there was dissatisfaction and disharmony and all that. So he called an istagosti very quickly. И Прабхупада приехал, и он видел, что столько проблем, и он тогда созвал Иштагоштхи. And Prabhupada very patiently heard one devotee after another with their complaints and gripes and difficulties. И Прабхупада очень с большим вниманием выслушал преданных, которые рассказывали ему о своих проблемах. And then there was some silence for some time, and then Prabhupada started to speak. And he started to speak about his own difficulties in coming to America. И после того, как все высказались, воцарилась тишина, и затем заговорил Прабхупада, и он начал рассказывать о том, какие сложности он испытал, когда приехал в Америку. The difficulties in getting permission to come, his passport, the visa, the certificate for something to do with money. Те сложности, которые были связаны с получением визы, с получением паспорта, с оформлением всех необходимых бумаг. And then the seasickness on board the Jaladuta and the heart attacks. И затем то, как он испытывал морскую болезнь на борту Джаладуты, и как у него был сердечный приступ. And then coming to America and living in an American household with meat in the refrigerator. When Prabhupada said the word meat, his face just became disgusted, disgusted look. И когда он приехал в Америку, он жил в доме с американской семьей, и там в холодильнике хранилось мясо, и когда он вспоминал об этом, то было видно по выражению лица, что это было неприятное воспоминание. So after hearing of Prabhupada's difficulties, ours seemed very, very minor. И после того, как мы выслушали о тех сложностях, которые испытывал Прабхупада, наши собственные сложности показались нам не такими уже большими.
And there was silence again. И опять воцарилась тишина. And then one Mataji, she spoke up, she said, Prabhupada, actually, if you're in Krishna consciousness, there are no difficulties. И затем заговорила одна матаджи, и она сказала: Прабхупада, если человек находится в сознании Кришны, то у него нет сложностей. And then Prabhupada said, yes, you have understood correctly. И тогда Прабхупада сказал: да, вы поняли правильно. If you're in Krishna consciousness, there are no difficulties. Если вы в сознании Кришны, то нет никаких сложностей. And that's confirmed in Bhagavad Gita. Krishna says, even in the greatest calamity, a devotee is not shaken or moved. И это подтверждено в Бхагавад-гите. Там сказано, что даже в самых сложных условиях преданный непоколебим. Do you know that verse, Maharaj? Вы знаете этот стих, Махарадж? Yes. Махарадж процитировал стих. Thank you. You're a storehouse of knowledge. Thank you. Вы ларец знаний, кладезь знаний. So we stayed in India. I took initiation actually in Calcutta when Prabhupada was there. И когда Прабхупада был в Калькутте, то я получил инициацию. Он дал мне инициацию. And Jean felt she wasn't ready. А Джин считала, что она еще не готова. And then after that, Prabhupada took us to Delhi. И после этого Прабхупада отвез нас в Дели. For the big Delhi pandal. That was a huge pandal in the downtown Delhi. Там был установлен огромный пандал в одном из районов Дели. And we heard Prabhupada speak for 10 days. Each night he would speak on a different subject. И Прабхупада говорил в течение 10 дней, и каждый вечер он давал лекцию на различные темы. And Gurudas Prabhu arranged to invite authorities in different fields of knowledge to speak also, and then Prabhupada was also speak on that same subject. И Гурудас Прабху пригласил специалистов в разных областях, чтобы они тоже выступали, и вот Прабхупада говорил на те же темы, на которые говорили специалисты в данный конкретный вечер. And Prabhupada actually asked me to time his lectures for some reason. I would sit next to the Vyasas, and I had my watch had a stopwatch. And he would turn to me after the lecture and say, "So, what? How long?" И Прабхупада попросил меня засекать время его лекции, и после я сидел за Вьясасаной с часами, и после лекции Прабхупада поворачивался и спрашивал, как долго я говорил. And each lecture was just about 45 minutes each. И его лекции были где-то по 45 минут каждая. Prabhupada rarely spoke beyond, half hour, 45 minutes, rarely over an hour. Прабхупада редко говорил больше 30-45 минут и очень редко больше часа. So we spent Vishakadevi, actually after Delhi, Prabhupada took us to Vrindavan. It was his first going back to Vrindavan, first time with his disciples, with many disciples. И после Дели Прабхупада взял нас с собой во Вриндаван. Это был первый раз, когда он приехал в Вриндаван с большим количеством учеников. And at that time, Vishakadevi and I got married, and she took initiation. И как раз тогда мы с Вишакхой Деви поженились, и она получила инициацию. We spent the next 2 years
We never went back to States. We spent the next 2 years in India serving Prabhupada in Juhu, in the Juhu Temple project. Мы так и не вернулись тогда в Соединенные Штаты. Мы следующие 2 года провели в Индии, служа Шриле Прабхупаде. В основном мы находились в храме в Джуху. And that was another great austerity, the Juhu early days. И в ранние дни в храме в Джуху тоже были очень аскетичные условия. But I can honestly say it was the most ecstatic time of my Krishna consciousness. Но я могу честно признаться, что это было самое то время, самый экстатичный такой мой опыт в сознании Кришны. Because of 2 things. One thing was the regulation that we had. We were very regulated in those days. Благодаря 2 вещам. Во-первых, у нас была очень строгая садхана в то время, то есть мы очень строго соблюдали все стандарты. Regulation is very important in spiritual life. Соблюдение правил является очень важным для духовной жизни. We can just see how much Prabhupada accomplished by his regulation. He was totally regulated. If anywhere in the world you were at and knew the time that Prabhupada was, the time that where he was, you would know what he would be doing. Мы видели это на примере Прабхупады, как много он достиг благодаря соблюдению правил, благодаря строгой дисциплине. Где бы Прабхупада в мире не находился, если вы знали его расписание, то вы, если вы были знакомы с его расписанием, то вы могли себе в любой момент представить, что он делает, потому что он всегда соблюдал практически одно и то же расписание. And the other thing about Juhu, the wonderful thing was that Prabhupada came there a lot, and he was very much anxious to see that project grow. И еще то, что было замечательным в Джуху, это то, что Прабхупада приезжал туда очень часто, и он был очень воодушевлен этим проектом и всячески хотел наблюдать за его развитием. So one day in Juhu, we received one letter from Karandar Prabhu. He was the head of the BBT at the time in Los Angeles. И однажды мы получили в Джуху письмо от Карандхары Прабhu, он был директором BBT. And he was asking, because we had been sending still pictures back, taking pictures still for over those 2-year period, sending them back to BTG, and they were being printed and back to Godhead. Your pictures, right? Your pictures, you were sending photos. Yeah. То есть мы с ним переписывались, потому что мы отправляли фотографии в журнал «Обратно к Богу», и в BBT тоже отправляли. So we'd also been sending movies, amateur, movies taken on a very small camera, Super 8 camera. И мы также отправляли и кинопленки, которые мы снимали. So Karandar Prabhu had the idea that we should have a film made of the ISKCON. There was no films at that time. И у Карандхары Прабху появилась идея, что нужно сделать фильм об ИСККОН, потому что никакого фильма тогда не было. Actually, there were some films by Damodar Prabhu, but there was no actual documentary on ISKCON. То есть некоторые фильмы были, но не было никакого документального фильма об ИСККОН. So Prabhupada actually liked the idea, and he actually gave $16,000 from his book fund to pay for that film. Прабхупаде понравилась эта идея, и он выделил $16 тысяч из своего книжного фонда на то, чтобы сделать такой фильм. That was quite unusual because at that time all the funds were going either to print more books for book distribution and also to build temples. Это было достаточно необычно, потому что в то время
все средства в основном расходовались на то, чтобы печатать больше книг или на строительство храмов. So we traveled around the world filming, and in 1974 released Hare Krishna People. We premiered it in Mayapur in Prabhupada's room. Так что мы ездили по всему миру, снимая этот фильм, и мы показали его впервые в 1974 году в комнате Прабхупады в Майяпуре. Prabhupada liked the film very much. Прабхупаде очень понравился фильм. Actually, I had brought a projector from America to show the film, and I had brought a transformer to transform from 220 volt to 110 volt. И я даже привез из Америки специальное оборудование, чтобы показать фильм, и к этому оборудованию прилагался трансформатор, чтобы переводить из 220 вольт в 110. But I didn't bring some other kind of transformer because when I played the film, it played very slowly. Но я какой-то другой трансформатор забыл, потому что когда фильм стал проигрываться, то он проигрывался очень медленно. This was the premiere in Mayapur, and the narrator sounded like this. И это была премьера в Майяпуре, и рассказчики говорили примерно вот с такой скоростью. We were devastated. И мы были очень расстроены. But anyway, Prabhupada, all the devotees sat through the film. Afterwards, Prabhupada, he said, you used good psychology in making this film. Но, тем не менее, преданные Прабхупады были довольны, и после показа фильма Прабхупада сказал, что what does it mean you used good psychology? I don't know what it meant. What does it mean? I'm still trying to figure that out. То есть, дословно Прабхупада сказал, вы использовали хорошую психологию для того, чтобы создать этот фильм. И я переспросила Идубару Прабху, что это значит. Он сказал, я не знаю, я до сих пор пытаюсь понять, что это значит. But actually, we tried to make the film for the public, and we, shaped the film and really meditated on how the public would receive that film. Ну, вообще говоря, мы этот фильм делали для широкой публики, и когда мы его создавали, то мы пытались себе представить, как его будет смотреть широкая публика, то есть те, кто не преданные. I think that's what Prabhupada meant, that we tried to, we had a target audience. The target audience was actually the general public. То есть это то, как мы поняли Прабхупаду, что он хотел, чтобы целевая аудитория это была, публика, то есть не только преданные, но широкая публика. Those interested in something beyond the mundane material life. То есть те, кого интересует не только обычная материальная жизнь, а кто готов смотреть за ее пределы. Actually, the Hare Krishna People film was picked up by a distributor and distributed widely in universities. И фильм этот назывался «Люди Хари Кришна», и он, в общем-то, получил распространение, то есть его показывали в университетах, например. So at that time we asked Шрила Прабхупады if we could make a film on his life. И в то время мы спросили Шрилу Прабхупаду разрешение сделать фильм о его жизни. And Prabhupada said, "What is the need?" И Прабхупада сказал, а в чем необходимость, зачем делать такой фильм? That was Prabhupada's humility. He always gave credit to his spiritual master or his disciples for anything he did. И таково было смирение Прабхупады, потому что он всегда, все заслуги отдавал своему духовному учителю и своим ученикам. So my response to that was, I mentioned to Prabhupada that people will want to know in the future who started the Hare Krishna movement. И я ответил на это так, я сказал Шрила Прабхупады, люди в будущем захотят знать о том, кто начал это движение Хари Кришна. So then he agreed. И тогда он согласился.
the film we produced, that was Your Ever Well-Wisher, and that was produced in 1983. Prabhupada did not see that film. И фильм, который мы сделали, он назывался «Ваш вечный благожелатель», и мы сделали его в 1983 году, то есть уже Прабхупада его не видел. But he did see 4 other films we produced. Но он зато видел 4 других фильма, которые мы сделали. And that's probably another ecstatic moment in my life, was the premiere is showing Prabhupada the movies. И это были еще одни очень особенные моменты в моей жизни, вот те премьеры, когда мы показывали Прабхупаде свои фильмы. So Prabhupada wrote us a letter in 1975. He said, generally people enjoy seeing any film. И в 1975 году Прабхупада написал нам письмо, в котором он сказал, обычно людям нравится смотреть фильмы. He said, but if a film offers some philosophy, our Krishna conscious philosophy, then it becomes a real pleasure. И когда в фильме показана философия сознания Кришны, то он становится действительно очень, просмотр такого фильма превращается в наслаждение. So he said, he wrote, make Krishna conscious films the most popular films. Sorry? Make Krishna conscious films the most popular films. И он сказал, сделайте фильмы о сознании Кришны очень популярными. Distribute them widely, and from the profits, make more films. Распространяйте их широко, и на прибыль от этих фильмов делайте еще фильмы. So we also tried to do this with the Hare Krishna movie to make it for the public. Мы тоже самое пытались сделать и попытались сделать и с фильмом Хари Кришна «Мантра движения с вами». Мы делали его в расчете на широкого зрителя. Because the devotees have so much material about Prabhupada, about the Krishna conscious philosophy. Потому что у преданных очень много материала о Шриле Прабхупаде, о философии сознания Кришны. So we wanted to make a film for the public and to release, especially release in public theaters. Так что мы хотели сделать фильм для широкой аудитории, и особенно нам хотелось сделать фильм, который можно будет показать в кинотеатрах. Prabhupada, he would preach to anyone. He would preach to one person who came in his room. So what to speak of public who come to the theater to see his life? Прабхупада с большим удовольствием проповедовал, и он готов был проповедовать любому, даже если только один человек приходил к нему. И что же тогда говорить о фильме, который покажут в кино, куда приходит столько людей? So we feel very happy. The result of the Hare Krishna movie has been shown in 35 countries. И мы очень рады тому результату, который получился, потому что наш фильм Хари Кришна был показан в 35 странах. Over 2,000 times. Более 2000 раз. In Bahrain, in the Middle East, they got government permission to show the film publicly. В Бахрейне, на Ближнем Востоке, преданным удалось получить разрешение правительства, чтобы показать этот фильм публике. And at that, there were 7 screenings. At the last one, the 7th, some government people came to see the film. И удалось сделать 7 показов, и на последний показ, 7-й, пришли люди, представители правительства. And they liked it so much they invited the king to also see the film. И им так понравился фильм, что они даже пригласили короля Бахрейна посмотреть этот фильм. So Prabhupada's story, we hear it quite often, we're well aware of it. But Prabhupada's story is incredible for someone who doesn't know and even for us who do know. It's an amazing story. И мы хорошо знаем историю Шрилы Прабхупады, она удивительна, и слышать ее каждый раз удивительно, как для тех, кто знаком с ней, так и для тех, кто не знает, кто впервые видит эту историю.
Prabhupada was recognized by a major magazine in the USA as someone who succeeded beyond, succeeded in a big way after the age of 70. И Прабхупада одним из американских журналов был включен в список тех людей, которые добились большого успеха после 70 лет. So, в возрасте 70 лет. We're very happy with the result. Поэтому мы очень рады. How many have seen the Hare Krishna movie? Кто из вас видел фильм Хари Кришна? Okay, nice. Хорошо. Is it playing again in Moscow? Not yet. Not now. I want to thank Alicia Mataji for her help in releasing the film. She's done very great work, worked very hard. And, thank you. Я хотела бы поблагодарить Олесю за ту помощь, которую она оказала в показе этого фильма. So I think we can end. Я думаю, что мы можем закончить на этом. Киртан, и также параллельно раздается прасад в фойе, поэтому вы можете, дорогие преданные, завтра, как вы все знаете, у нас самый главный праздник, поэтому хочу поздравить с наступающим праздником. И, пожалуйста, обязательно приходите завтра, расписание там висит на доске объявления, сами приходите, пригласите своих друзей, то есть это мы таким образом мы можем достойно прославить Кришну и удовлетворить Шрилы Прабхупаду и всех вайшнавов. Пожалуйста, не упустите, обязательно приходите завтра на празднование Шри Кришна Джанмаштами. И также следующий день, то есть послезавтра, мы будем праздновать день явления Шрилы Прабхупады. Это тоже очень важный день для нас. Мы обязательно должны прийти, выразить свою благодарность Шриле Прабхупаде, прославить ее. Поэтому пожалуйста, приходите послезавтра на празднование Бьяспуджи Шрилы Прабхупады. Харе Кришна. Так, это физгармония, пожалуйста.